Руслан Щербань родился 13 января 1977 года в Донецке. Украинский бизнесмен, сын Евгения Щербаня, народного депутата Украины, президента международной корпорации «Атон», расстрелянного бандой киллеров в аэропорту Донецка. В тот день, 3 ноября 1996 года, Руслан находился рядом с отцом. Женат, воспитывает 2 дочерей. Руслан, добрый день. Я очень рад, что мы сегодня встречаемся. И я вот сейчас перед эфиром, мы с тобой начали говорить, и я подумал, что мы знаем друг друга с 97-го года. 23 года уже. Да. И никогда вот так еще, как сейчас собираемся, не говорили. Добрый день, Дмитрий. Очень рад видеть тебя. Да, 23 года мы посчитали, 23 года мы знакомы. И правда, наверное, это первый раз, когда мы откровенно... Я, в принципе, откровенно поговорю о своей жизни и попытаюсь рассказать. Это, я думаю, что время пришло. Пришло время расставить все точки и рассказать правду об этих 23 годах моей жизни. Начинаем расставлять точки. Твой отец, известный украинский политик и предприниматель Евгений Щербань, родом из поселка в Харьковской области, из простой многодетной семьи, где было 9 детей. Он был самым младшим в семье? Он был 4-м или 5-м ребенком в семье. Были до него, да, старшие, были после него. 9 детей? 9 человек, да. А все живы, кроме отца? Нет, уже очень многих нету. Я думаю, что осталось только 3 из 9. Отец что-то о своем детстве рассказывал? Да он рассказывал много. Он рассказал, как он выживал, как ему приходилось, как его из школы выгнали, как ему приходилось уголь собирать по ночам, помогать семье, как они продавали это все. Он достаточно много об этом рассказывал. Ну, я понял, что это послевоенное время. Угу. И да, все выживали. И они выживали очень сильно. Они переезжали много. Его мать была, помимо всего, она еще вела детские дома, интернаты с детьми. Они с этими интернатами переезжали. То есть достаточно такое у него было насыщенное детство. Но это правда, что отец вынужден был работать с 10 лет. Собирал, вот я себе записал, на терриконе куски угля и продавал селянам, которые приезжали торговать в город. Да, он об этом рассказывал. Он был немногословен, конечно, в своей жизни, но иногда рассказывал. Твоего отца отчислили с 5 класса как злостного прогульщика, из 5 класса школы. В обычную школу он уже не вернулся, поступил в вечернюю сразу в 7 класс. И после 8-го, говорят, отправился в горное училище, откуда получил направление на шахту. Отец никогда не жалел, что не получил ни хорошего среднего, ни хорошего высшего образования? Я не слышал такого. Он все считал, знаешь, школой жизни, которая дала, видимо, ему силы дальше очень сильно прогрессировать и расти. Потому что в 87 году, по-моему, я могу в 88 ошибиться, но он дошел до должности замдиректора шахты, а в то время это было достаточно уважаемое место. Он это все оставил и пошел заниматься кооперацией. То есть он не смирился с этой ситуацией, пошел дальше развиваться. Вот мы сейчас поговорим об этом. Твой отец очень много лет работал на крупнейшей донецкой шахте «Кировская». Последняя должность – заместитель директора по хозяйственным вопросам. А в детстве отец рассказывал тебе о своем шахтерском прошлом и о том, что значит вообще спускаться в забой? Он рассказал, что его 3 раза завалило, и что 3 раза его завалил в забой, газ взорвался. Об этом рассказывал. Немного, но рассказывал. Потому что, в принципе, я его уже, наверное, лет с 9 помню, когда он начал заниматься бизнесом. Ты никогда, кстати, сам в шахту не спускался? Спускался. Страшно? Жутко. Жутко и очень неприятно. Это, правда, очень жуткое состояние. Я был в шахте в угольной спускался и в соляную. В соляную, конечно, полегче, попроще, но это ощущение 500, 600, 700 метров над тобой земли, угля, это невозможно. Хотелось скорее выбраться. Хотелось быстрее туда уйти. Нереальная температура, правда, это ощущение, не дай бог, никому не пожелаешь. В 1988 году отец ушел с шахты «Кировская» и занялся бизнесом. Взял в аренду заброшенный яблоневый сад и, собрав команду из родственников и друзей, вырастил урожай, который переделал на сок и вино и продал на север Советского Союза. Тебя тоже привлекали к работе в саду? И меня привлекали к работе на Бахче.
Так. Я как сейчас помню Бахчу, да, и я хотел купить себе, это мне было лет, наверное, 9-10, купить себе мопед. Но так как мне в жизни он не давал так, бери и все, и будь счастлив. Он говорит, если хочешь заработать мопед, то иди работай. Вот иди на Бахчу, работай, все лето будете убирать урожай, продадите. Если заработаешь, я тебе куплю. То есть ты совсем сам себе купишь. Я реально вместо пионерского лагеря в то время поехал на Бахчу. Там был я и мой двоюродный брат, который еще был на год младше, чем я. Он тоже хотел мопед. Он тоже хотел, да, он тоже хотел жить. Так. Он, кстати, молодец, он состоялся в жизни. Его отец, помню, вот мы втроем. Родители приезжали на выходные, вот мы все лето обрабатывали, продали. Я купил себе мопед, которым счастливо потом ездил по квартире всю зиму. На Бахче ты собирал арбузы. Да, мы выращивали арбузы и дыни. Яблоневым садом твой отец не ограничился, а взял в аренду помещение придорожного кафе на трассе Донецк-Мариуполь и открыл первый в Советском Союзе ночной ресторан. Более того, в это невозможно поверить, но Евгений Щербань собственноручно нарезал салаты, готовил вторые блюда, обслуживал посетителей, а днем, когда клиентов не было, торговал минеральной водой, сидя у трассы. Ты в детстве был в этом ресторане? И папа действительно сам готовил? Ну, действительно, это был ресторан, назывался «Крыница». Он был на трассе, и на той трассе, по которой, что самое для него было очень тяжелое, что по этой трассе ездили те шахтеры, у которых был в свое время руководителем. И он даже рассказал ту историю, когда он продает соки, а вот там, получается, такой рыночек при этом ресторане, при трассе был рыночек, он продает соки. Открываются двери автобуса, а шахтеры ездили на море. Это как раз трасса На Азовское море. Азовское море и Крым. И они там все останавливались, там, нужду справить, попить, и открываются двери, выходят его рабочие, которые с ним работали в забое и везде. Ну, он говорит, конечно, я пережил страшное ощущение, потому что они на меня с таким презрением смотрели, что я торгую соки, а это 88-89 год, тогда еще не было кооперации, и все, что делалось бизнесом, считалось форцой и так далее. Ну, не было приемлемо в нашем обществе. И он испытал страшное ощущение. Стыдно было. Да, ну пережил и вырос. Я думаю, что такие моменты дают в жизни желание расти и жить. В очень короткие сроки отец из обычного советского кооператора стал одним из самых богатых предпринимателей Украины, в сферу деятельности которого входили заводы, металлургия, сельское хозяйство, банковское дело, строительство, торговля бензином, медикаментами, автомобилями, много еще чего. За счет чего или кого отец добился такого успеха и влияния всего за несколько лет? За счет собственного желания жить и расти. Он так хотел вырасти, и он так хотел, чтобы эта страна расцветала и прогрессировала, что я даже второго такого человека с таким огромным желанием, может, и не встречал. У него были достаточно надежные партнеры, которые с ним шли по жизни, которые поддерживали друг друга. И его внутреннее состояние души. Я думаю, это очень важный момент. Он неординарным человеком был? Неординарным. Ординарный человек такого не достигнет. То есть человек с обычным мышлением, он просто будет ходить на работу. А он спал в сутки 2 часа максимум. Да. Да, он спал. То есть он спал с 11 до 12, а потом с 5 до 6:30. Вот плюс-минус. И ему хватало? И ему хватало. Это, видимо, привычка еще шахтерская закалка, и плюс, видимо, он мысли, постоянно генерация мыслей определенных. Он мыслил глобально. То есть, если он из шахты ушел, было ему ориентировочно 41, а в 50 он уже погиб, то за 9 лет он добился колоссальных результатов. Но я считаю, что колоссальный результат. Каким человеком был отец? Вот мы понимаем, неординарным. Каким еще? Каким еще? Душевным, на самом деле. Он человек, который помогал всем, кто этого хотел. Он человек, который был и жесткий, и добрый одновременно. Он человек, который мог помочь любому человеку, который в этом нуждался. Не в смысле помочь дать деньги, а в смысле помочь развиваться, помочь становиться на ноги. Человек, который был желание, он помогал всем без исключения. Твое детство до того, как отец стал бизнесменом, и твоя юность, когда отец занялся бизнесом и политикой, вот какими они были? Мое детство... Ну, я могу сказать, что мое детство не было детским, знаешь. Я не дружил со своими сверстниками. Я общался почему-то всегда с людьми старше меня. Я постоянно пытался находиться с ним, мне это очень было интересно. Вот начиная с моих, наверное, лет 10-11, я постоянно старался находиться с ним. Он меня отправил на рынок торговать и перевозить. Торговать? Торговать. Чем?
Сахаром, рыбой, вином. Тогда с огромных машин продавали все. Брали двухтонник, газон или ЗИЛ, и выезжали на рынок, и прямо с борта торговали товаром. Сколько лет тебе было? 12-11, наверное. И ты уже сам торговал? Ну да, на меня ответственность положили. Если меня украли, не доторговали, с меня вычитали, я отрабатывал. Если заработал, хорошо заработал. Я мог заработать достаточно много в тот период времени. Понятно, что за мной смотрели, но я считал, что я сам самостоятельный. Я ездил в Геленджик за сахаром, я ездил в Астрахань за рыбой, в Молдавию за вином. В смысле, в качестве экспедитора. То есть шло 2, 3, 4 машины, и меня садили, и я ехал. Мой брат тоже ездил старший, тоже на всех пытались приучить к труду. То есть так просто, знаешь, да, на деньги иди и развлекайся, у нас такого не было заведено. Если кто-то хотел, он всегда помогал. Если кто не хотел, не подходите. Тут такой был у нас. Какое самое яркое впечатление об отце из тех времен у тебя сохранилось? Вот что ты помнишь лучше всего? Его улыбку. Он когда был добрый, это не было часто. Но это был, знаешь, как такой эксклюзив большой. Он не хвалил, допустим, открыто, там, как вот детей привыкли хвалить. Там, люблю, там, целую. У нас такого не было заведено. Может, потому что были пацаны. А может, потому что просто не было на это время. А может, потому что он все время не получил это. Но когда он улыбался и называл меня сыном, для меня это было большое счастье. Я знал, что, значит, он меня признал, значит, я достаточно много для этого сделал. А тебе было важно, чтобы он тебя признал? Мне это было важно, конечно. Я всегда равнялся на него. Я всегда учился у него. Посвящал ли тебя отец в свои бизнес-дела, учитывая, что тогда ты был юным? Понимаешь, он меня всегда брал на все встречи. Я, конечно, большая часть этих встреч просто я там был. Я просто со всеми знакомился, потому что мне было интересно. Я, может, 50-60% не понял даже, о чем идет речь. Мне было интересен сам процесс. Мне были интересны бизнес-встречи, мне были интересны расчеты, достижения, разочарования. Я эти эмоции переживал совместно с ним. Я мог сесть за руль и вести его, когда он спал, отдыхал в этот период времени. То есть Сколько тебе лет было? 13-12. 13 лет ты ехал за рулем? Да, он мне там помог с правами. Они были чуть-чуть на старший возраст, и мы так с ним. И он не боялся? Он доверял. То есть человек засыпал в машине, мы ехали, допустим, из Мариуполя в Донецк. Он в это время спал, я ехал. То есть это было... Что за машина была? Это была первая машина, «Жигули», там, я не помню, какие машины. То есть 12-13 лет за рулем «Жигулей» ты уже отца возил? Да, это было... мне это было необходимо, я этим жил. Я правда этим жил. Я мог ждать по 3, по 4, 5 часов в машине, пока он где-то будет. Я мог сидеть на встречах, то есть меня это не будоражило. Как вот его бизнес-партнеры на встречах, с которыми ты присутствовал, к тебе, к маленькому фактически пацану относились? Да не было антагонизма ко мне. Я, наверное, поэтому и остался, и знаю всех, кто был с ним партнером. Потому что они меня знали с того периода времени и по сегодняшний день. То есть мы как-то все стали общаться дальше. Я, наверное, поэтому без проблемы общался дальше и с Кобзоном Давыдовичем, с которым дружил достаточно длительный период времени, и с Ренатом Леонидовичем Ахметовым, и с многими людьми, которыми пересекались тогда. Это мне было 7-8 лет, и по сегодняшний день. Поэтому, видимо, так у нас завязались эти отношения. В своей книге воспоминаний тогдашний глава Донецкой области, однофамилец и партнер твоего отца Владимир Щербань писал, что, выступая на совещании в Донецке с участием предпринимателей, правоохранителей, налоговиков и руководителей местных органов власти, Евгений Щербань сказал, цитирую, «Становится очевидным, что под лозунгами борьбы с мафией и коррупцией происходит планомерное ослабление ведущих коммерческих структур, устранение политических и экономических лидеров в Донецком регионе с целью овладения рынком сбыта газа, электроэнергии, нефтепродуктов. Короче говоря, идет скрытая интервенция в политическом и экономическом аспектах. Что делать? Выход один – бороться за себя и своих детей, свою семью и свою землю». Это была цитата из книги Владимира Щербаня. Газеты 90-х писали, что за 1,5 месяца до убийства твой отец говорил, цитирую, «У меня врагов в бизнесе нет. Я приветствую своих конкурентов, которые проявляют большую изобретательность и смелость, чтобы одержать верх надо мной. Значит, они сильнее меня. И если когда-нибудь меня убьют, это будет чисто политическое убийство». Конец цитаты. У такого человека, как твой отец, не могло не быть врагов. Враги твоего отца, кто они?
Враги моего отца – это невозможно очертить одного человека врагом моего отца. Их было много. Я думаю, достаточно много было людей, которые не хотели бы, чтобы и он, и его партнеры, и область Донецкая как таковая развивалась, что влияло. То есть были противостояния постоянные. Понимаешь, очертить бизнес-политику мне сложно. Я не могу что-то конкретное говорить и озвучивать до 96-го года до конца, потому что моя жизнь до 19 лет и после 19 лет совершенно разные жизни, ответственность разная, и понимание совершенно разное. Поэтому, то, что я знаю, во время этого следствия за 24 года, которые прошли, Павел Иванович Лазаренко полностью был утвержден как заказчик этого убийства. Матрос Павел Иванович Лазаренко, Кушнир, Любой и Лурик, то есть там 5 человек, которые полностью в этом материале дела уголовном присутствуют. Но об этом мы еще поговорим. Скажи, а слежку за собой отец замечал? Он и слежку замечал, его расстреливали до этого. Да. Насколько он говорил. Это Так. он потом признался. То есть было и покушение. Было покушение, да. Я знаю, это было на трассе между Мариуполем и Донецком. Был на бронированной машине, и они на сдутых колесах обратно доехали. То есть это где-то на трассе случилось. Об этом у него такая была привычка, он не хотел будоражить семью, чтобы кто-то переживал. Поэтому, может, если кто-то об этом знал более что-то конкретное, это была только Надежда Николаевна Никитина, которая вместе с ним погибла дальше. То есть слежка была. Да, была. То есть этот разговор был. Угрозы в адрес отца были? Я знаю, что были. Потому что до 3 ноября он же не находился в Украине. Был в Америке, в Лондоне, во Франции, в Москве. И он был по причине того, что ему угрожали. Кто, что, я не могу сказать. Этого не успела сказать он. Он когда-нибудь тебе говорил о том, что ему угрожает? Знаете, мы когда прилетели 3 ноября, летели на самолете, мы летели втроем. Он, я и Никитина Надежда Николаевна. Он сказал, что если мы сейчас до конца года доживем, в смысле он доживет, то все будет хорошо. Прямо в самолете? Да, прямо в самолете. Мы когда на рулежку зашли на самолете уже в аэропорт, у нас была первая стоянка, там стояла 9, по-моему, белая. Он говорит, это за нами. Она реально была за нами. Только он говорит, главное, чтобы без наручников. Я до сих пор думаю, лучше бы с наручниками приехали, я честно скажу. Потому что это реально 9, которая была за нами, она реально увезла исполнителей с летного поля, это реально все произошло. А до этого он не был в Украине, по-моему, месяцев 5. Отец предчувствовал свою смерть? Да, он очень ярко предчувствовал смерть. Он много чего предсказывал, и даже в своей жизни, и в бизнесе, и в развитии. Он где-то даже в заявлениях Павла Ивановича Лазаренко говорил, что если со мной что-то случится, уничтожи меня, а потом ты будешь следующий. Это где-то даже было сказано. Или в интервью где-то, или в каких-то разговорах. Я, честно, не помню, кто цитировал. Он тебе когда-нибудь говорил, Руслан, если меня убьют или когда меня убьют, делай то-то и то-то? Были такие разговоры? Да, мне было 19 лет. Я думаю, вряд ли он рассчитывал, что и убьют Надежду на самом деле. То есть кому-то он, видимо, это говорил, но это был в этой ситуации не я, потому что он меня в общем готовил. Он мне говорил, люди, что из себя представляют, с кем можно доверять, кому можно, кому не нужно доверять. Кто хороший человек, кто не очень хороший человек. У меня огромный был список, знаешь, пока в самолете летели, до этого много всем времени проводили. Но так конкретно, что делать, куда бежать, такой инструкции не было, к сожалению. Надежда Никитина была его третьей женой. Да. И по отзывам тех, кто знал отца и ее, это была такая очень серьезная женщина, его бизнес-партнер, которая его беззаветно любила и на которую он полагался всецело. Это так? Бизнес-партнером я бы ее не называл. Она была его женщина, которая была ему очень предана. Она ни в какой ситуации никогда не бросала, она очень преданно с ним находилась, терпела все, что можно было вытерпеть. Она достаточно трепетно относилась к нам, и я ее уважаю по сегодняшний день. И она погибла вместе с отцом. То есть это единственный человек, который в аэропорту, который, в принципе, закричал «помогите», обняла полностью киллера. Кинулась на него. Она кинулась, да, это единственный человек. Кто вообще это сделал. Поэтому я и похоронил их вместе. У них одна могила на двоих. Именно по этой причине. Я ее уважал и тогда, и уважаю сейчас. Бизнес-партнер нет. Скорее всего, он доверял, и она знала больше, чем все остальные. Но она была очень предана ему. А я думаю, что это гораздо даже больше, чем партнеры, бизнес в этой ситуации.
3 ноября 1996 года, в день убийства, твой отец на собственном Як-40 с женой и с тобой возвращался из Москвы, где был гостем на серебряной свадьбе Иосифа Давыдовича Кобзона и его жены Нелли. А, между прочим, в тот же день был застрелен и директор московского отеля «Рэдиссон Славянск». Я не знаю, ли ты об этом знаешь, где проходили торжества. Ты знал, что убили директора в этот же день? Ну, я вот потом узнал об этом. Это совпадение чисто. Ну, да, почему-то все пытаются скрестить, но я не знаю, как это можно скрестить. То есть связи у отца было достаточно много, и, может, этот Пол Тейтум его звали. Ну, я помню из новостей. Может, они были на свадьбе, потому что мы в этой гостинице и проводились. Там очень огромное было мероприятие, очень много людей. Но не знаю, как это можно связать. 3 ноября 1996 года убийцы въехали на территорию Донецкого аэропорта на «девятке» и расстреляли отца с женой прямо на трапе самолета. Что ты помнишь из тех жутких событий? Можешь ли хронологически восстановить этот трагический день прямо вот с раннего утра? Я тебе скажу, что за день до этого мы были в ресторане, я очень сильно с ним ругался по поводу поездки как раз в Донецк. С ним ругался и я, и его партнеры, и его друзья в ресторане, и Надежда. Вот он категорически отказался кого-то слушать, и мы категорически полетели в Донецк. А были варианты не лететь в Донецк? Ну, конечно. Он до этого не был 5 месяцев, и по причине того, что ему угрожали в Украине. Ты знаешь, что интересно? Юрий Рыбчинский, известный поэт, да? Он мне рассказывал, что твой отец говорит: полетели с нами. Полетели через Донецк, потом на Киев полетишь. Да, То есть я читал буквально недавно это интервью. Чудом Он там не еще, полетел. Да, пару друзьям предлагал лететь вместе, да. Был этот момент. Итак, 3 число. Что было с утра? Да, ничего такого примечательного. Мы вылетели, по-моему, из Москвы где-то 10:30. Встали, позавтракали. Это был самолет отца Як-40. Да, я самолет отца Як-40. Он был удобный, оборудованный тогда или Да, обычный? да. Нет, это был удобный оборудованный самолет. Угу. У него было еще 2 самолета, которыми он перемещался по Украине. Фракцию перевозил в Верховную Раду из Донецка. То есть он достаточно уже серьезно себя чувствовал. Мы походили в самолете. Он почему-то мне обо всех все рассказывал. Он, знаешь, как вот чувствовал человек. Вот чувствующий, как он там рассказывал про того, про партнера. Про одного, про второго, про третьего, про четвертого. Кто как себя ведет, кто на что способен, кому верить можно, кому нельзя. Просто когда он погиб, я это все вспомнил. Это я сейчас понимаю, почему он мне рассказывал. А он это, видимо, предчувствовал. Почему же я пошел с его партнерами общаться? Потому что мне четко сказал, с кому можно доверять, кому нельзя доверять. С кем можно общаться, с кем нельзя общаться. Понимаешь, как бы это такую инструкцию дал, видимо, какую-то подсознательную. Я тоже тогда не очень обратил внимания. Ну, как можно в это поверить? Мне 19 лет, и у меня хорошее настроение. У него вроде бы более-менее, он задумчивый, но нормально. И вот мы летели. Вы приземляетесь. И долетели. Он увидел эту белую машину «Жигули». Да, на Орлёшке он увидел белую машину «Жигули». Сказал, что это, скорее всего, за нами. Пошутил лишь бы без наручников. А киллеры переоделись в форму работников аэропорта, да? Мы вышли из самолета, а там у Як-40 выход через хвост. Угу. Да, да. А под хвост подъехала наша машина. Мы вышли из самолета. А Машина какая? «Шевролет», бронированная машина. Там был только водитель. Ни охранников, никого не было. Мы вышли из самолета. У него была такая привычка, он всем руководил, управлял. Он вышел в сумку и понес ее грузить в багажник. Действительно, под самолетом находились борттехники. Угу. Ну, в итоге оказалось, что киллеры, но они были перед борттехников. Один из борттехников, то есть, получается, машина, он возле багажника, я рядом с ним с левой стороны. Ты тоже вышел с ним? Да, я рядом с ним стоял. Я слышу выстрелы, и пока я оборачиваюсь через 360 градусов, он падает. Пока он падал, я его подхватил. Пока я его подхватывал, побежала Надежда. И вот это вот все происходило. Бросилась на киллера. Она стояла метров 5 от нас, ближе к аэропорту. Она разворачивается, бежит на киллера, кричит: помогите. Он ее расстреливает, я ловлю отца, он падает, я его затягиваю за машину. Пока это все происходит, падает Надежда. Потом киллер разворачивается, начинает второй расстреливать. Этот побежал в самолет. Вот как это, знаешь, весь этот хаос. Потом этот с автоматом, который побежал за мной, вокруг машины мы бегали. Бегали прямо? Конечно. Он хотел тебя тоже добить? Ну, я-то понял, что ему было все равно. Потом начал стрелять пограничник. Пока целился пограничник, они на чего переключились. Вот это вот такая заваруха. И они быстренько... А этого ранили, то есть, который стрелял отца. Я его видел, как тебя, можно сказать. То есть, я видел, как это все происходило. Глаза в глаза. Пока все происходило, он его ранил, Болоцкого, киллера, который убил отца.
И они вот это быстренько пошкандовали в девятку. Девятка подлетела, они сели в девятку и быстро уехали. Ну вот плюс-минус такая история получилась. Вот все произошло. Ты понял, что отец погиб? Конечно, я понял. Ты сразу все увидел? Ну, да, я сразу все увидел. Осознать было сложновато, но я сразу все увидел. Много кто удивляется, что я остался в здравом уме и памяти, но тем не менее. То есть я прочувствовал, знаешь, когда, передать невозможно, и пережить второй раз я не хотел бы, но я прочувствовал, когда по моим рукам текли мозги моего отца. И, понимаешь, когда я ощутил, когда из человека выходит душа, и когда тело становится из теплого горячего, превращается в холодный камень. Я с ним так и сидел. А мы Надежду загрузили, потому что она еще была жива. Подлетел, по-моему, водитель наш, Дима, какая-то Волга подлетела, мы загрузили быстренько Надежду, она еще была жива, но без сознания мы загрузили Волгу, она скончалась уже по пути в больницу. Ну, это мне потом уже сказали. Она бы еще была жива, мы ее грузили. И тут... Она говорила что-то? Нет, она уже была без сознания, она задыхалась. И ранили легкие, по-моему, легкие, 2 выстрела в легкие и, по-моему, живот. Ну, вот насколько я в этом ситуации понимал. И я уже сидел с отцом, а потом уже там через пару часов приехали милиция, прокуратура. Через пару часов. Они не очень торопились. Да, они прилетели, цепили аэропорт, пытались... Знаешь, какой интересный мне задали этот вопрос? Говорит, а где чемодан отца? А отец с собой возил чемодан с документами всегда. А я, соответственно, чемодан спрятал. Ну, так как он меня об этом предупреждал, я так и сделал, по большому счету. Я думал, что они были важные. Я даю портфель. Они открывают. А там видеокассета. Он купил видеокассету очень много в Москве. Он говорит, это же не тот. Я не знаю, другого не было. То есть, это первый вопрос, не как я себя чувствую, не как мои ощущения. А первый вопрос был такой. Ну, и вот с того периода времени мы начали бороться. Переродились, начали бороться. 2 часа ты находился рядом с отцом. Да. Ты положил его на землю. Он лежал на земле, да, уже двигать было бессмысленно. Ты помнишь свои мысли вот в это время, в эти минуты? Дим, это пустота. Это полная пустота и непонимание произошедшего. Знаешь, рассказывать, что я был каким-то героем, нет. Я бегал там, как все нормальные люди, знаешь, от пуль скрываясь. Тоже не понимаю. Сев рядом с ним, взяв его на руки, я тоже не понимал, на самом деле, как дальше и что будет. Осознавать очень было сложно и тяжело само происшествие и то, что его уже нет. Допросы были в этот день? Нет, в этот день они приехали, что-то мне какие-то вопросы задавали, но это был максимум. Допросов каких-то таковых не было. Где ты ночевал? Дома. Меня кто-то из его сотрудников забрал и отвезли домой. Ну, это было уже так, чтобы понимал, наверное, часов в 7 вечера, потому что все это время я просидел с ним в аэропорту. Ты понимаешь, что то, что тебя тогда не расстреляли, это невероятное чудо какое-то, второе рождение? Да, сейчас я понимаю очень хорошо, что чудо, это было реальное чудо. Это было реальное чудо. Это реально второе рождение правды. У меня есть 2 жизни. До 19 и после 19. Совершенно разные жизни. У тебя 2 брата. Один брат Евгений, старше тебя, ему тогда было 26 лет, да? Да. В этот момент. Мамы у вас разные, отец Да. один. И тоже Евгений, да, сын Надежды Никитиной. Где находились они в этот момент? Старший брат Евгений, которому было 26 лет, находился в Одессе на лечении, на принудительном. Для отца это была огромная трагедия, потому что он лечил его уже не первый год. А младший брат находился в Америке на учении. Так как он детей всех транспортировал в Америку, и я там тоже обучался, а я просто приехал, а младший брат там остался. Ну, в смысле, мой младший сводный брат. После убийства отца Иосиф Давыдович Кобзон, у которого вы были на серебряной свадьбе, с тобой связался? Конечно. В тот же день, да? Ну, я не могу. Вот, знаешь, у меня такой вот этот месяц, он для меня такой, я не могу правильно сконцентрироваться там по датам, по времени. Он был такой сложноватый для осознания. Что он тебе говорил, ты помнишь? Он мне говорил, что я приехал к нему, мы с ним встретились, он меня полностью поддержит и закроет все мои вопросы и полностью защитит мою семью. Ты поехал к нему? Да, мы с ним встретились через... Да, я поехал к нему, по-моему, недели через 3. Какие он слова нашел для тебя? Да полной поддержки и понимания. Он мне сказал, что он не будет отцом и что максимально будет помогать в моей жизни.
И он действительно стал отцом? Он действительно стал моим вторым отцом и действительно помогал до последней его вздоха, вот до дня его, до последнего часа его смерти. И мы и дружили всегда, все эти 22 года. Я дружил с его семьей, дружил с ним. Все мероприятия, и не мероприятия, и просто ужины, и просто встречи, и любые вопросы, и круглосуточное общение. Вот с любым вопросом. Он всегда брал, всегда звонил, всегда спрашивал и ни разу не отказал. Ни в чем никогда. Согласно официальной версии, непосредственными исполнителями убийства твоего отца были два преступника, предположительно принадлежавшие к так называемой банде Кушнира и Солнцевской ОПГ. Вадим Болоцких по прозвищу «Москвич», гражданин Российской Федерации, насколько я понимаю, да? Да. И Геннадий Зангелиди по прозвищу «Зверь». А что это за банда Кушнира была? Но банда Кушнира, это же не солнцевские, это наши донецкие. Так. Группировка наша донецкая, как в итоге выяснилось. Они входили в орбиту Лурик, Рябой, Кушнир. Был какой-то у них вор в законе, которого убили в году 90, по-моему, первом или в 92-м. И они как раз, по-моему, ну, то есть их идея, насколько я уже потом разбирался, мне рассказывали, их идея была захватить власть в Донецке и как-то им управлять. Вот они как бы на фоне этого, я так понимаю, что начали заниматься убийством очень многих людей. Потому что на них же не только убийство нашего отца, на них-то, насколько я знаю, и убийство Алика Брагина, Александра Сергеевича Брагина. И Момот, по-моему, там же, потому что мы по одним делам все шли. То есть, когда был суд по Болоцкому в Луганске, у нас все это в одном кейсе рассматривалось. Убийство Брагина, когда его взорвали вместе с окружением на стадионе «Шахтер», да? Да, да. Это тоже эти ребята выполняли? Ну да, они по уголовным делам, и то, что я знаю, они всем этим и занимались. Через 4 года спустя, после преступления, в России арестовали и экстрадировали в Украину одного из убийц – Болоцких. Второй убийца Зангелиди к тому времени был уже мертв. Болоцких осудили на пожизненное. Ты вживую или по телевизору видел убийцу после трагедии? Конечно, мы с ним встретились первый раз в 2003, по-моему, был год, в суде в Луганске. Он меня сразу узнал, как и я его. Ну, так как я его там помнил, он меня здесь узнал, мы с друг другом. Что ты испытывал при этом, когда ты его увидел? Знаешь, это сложно описать словами, потому что это такое чувство, я даже, наверное, сейчас не смогу описать до конца. Ну, ты видишь перед собой человека, который, в принципе, убил твоего отца, который присутствовал при этом убийстве, и он опять на тебя смотрит. А как он смотрел? Ну, жалостью он смотрел на самом деле. С жалостью. Такой, у него был жалкий взгляд, который человек, как он не рассчитывал на такую судьбу. Он не думал, видимо, что так произойдет, и он, видимо, думал, что будет совершенно по-другому все в ее жизни. Он же был выходцем из спецслужб, из ФСБ, насколько я понимаю, да? Насколько я знаю, он был выходцем, это КГБ тогда было. Насколько я знаю из материалов уголовного дела, что он закончил высшую школу КГБ СССР где-то на севере. Угу. По-моему, был по антитеррору. Вот подрывные дела, вот эти все как раз. Насколько как бы это я уже знаю из уголовных дел. Это был первый раз, когда вы увиделись. Он Это тебе был первый сказал раз. что-то или нет? Нет, он сидел в клетке в суде. Второй раз? А второй раз мы с ним встретились, это был 2012 год. В 2012 он сидел уже на ПЖ, на пожизненном заключении. 2012-2013, да, 2012-2013. Его привезли на дачу каких-то показаний в Киев. В Киев. Да, и в Киеве я очень настаивал на том, что мы с ним встретились. Мы с ним встретились, он был в камере, а я с другой стороны, соответственно. И мы с ним долго разговаривали. Ну, мое чувство как бы разговора к этому человеку было сложно описать, но в тот период времени как бы я ему сказал, опять меня узнал, я его узнал, понятно. Он все-таки сидел уже в тот период времени, 11-12 лет. Не ожидал он нашей встречи, и я говорю: Вадим, ситуация простая. То есть то, что ты сейчас находишься здесь, это не совсем правильно. Это чисто даже по пониманию человеческому, потому что ты убил моего отца, убил Никитину Надежду, и так нельзя. Ты очень много людей убил, нет у тебя права. Но так как ты находишься здесь, я тебя очень прошу, расскажи мне откровенно, кто заказал это все, кто в этом участвовал.
И он рассказывал, кого он видел. А он рассказывал Кушнира, Рябова, Лурика, Матроса и Лазаренко. Он мне сказал: ты знаешь, я уже отсидел на пожизненном заключении, и мне дальше сидеть здесь. Еще никто тогда не знал, что он убежит. И убежит, и выпустят. Я не знаю, как это произошло. Никто не знал, что... он не знал, что он убежит. И он как бы говорит, что я тебе расскажу все, что я знаю. Я никого говорить не буду. Категорически. Вот я никого говорить не буду. Как, чтобы мне кто не говорил. Я просто никому не буду говорить. Все, что можно было, я уже потерял. А потом, когда я уходил, он взялся, знаешь, так за решетку этой клетки и пустил слезу. Он говорит: извини меня за то, что я сделал. Я не знал, что это так. Мне сказали, что это человек, который портит жизнь в стране, Украине. А я говорю: зачем ты убил женщину? Он говорит: мне сказали, что это его телохранитель, который очень опасный. И реально человек расплакался в этой ситуации. Ну, расплакался в его ситуации не скажешь, значит, расплакался за ребенок. Ну, как бы он... Ну, видно, что он говорил откровенно, потому что мне ничего было в тот период времени, он все потерял, все, что можно было потерять. Ну, и знаешь, с того периода времени я реально понимаю, кто к этому имеет отношение. Потому что человек, который сидит на пожизненном заключении, и который понимает, что он оттуда никогда не выйдет, его по-другому слова не воспримешь. И так он себя вел, смотрел мне в глаза, ну, знаешь, это было для меня сложно, но я понимаю это. То есть он был идейный человек. Он считал, что он убивает того нечисть какую-то или что? Что это было на самом деле? Ну вот как бы в его понимании он был идейным человеком. То есть в его понимании он вершил судьбы людей и чистил страну. То есть он мне это обосновал так и по Брагину Александру Сергеевичу подрывные действия. То есть он сказал, что он минировал стадион. И он управлял взрывчаткой. Он назвал еще, опять же, Кушнира с Рябым. Он и по Момоту говорил, что он как бы занимался его убийством. И у него все это входило в идею. Я говорю: что тебе заплатили? Что тебе пообещали? Он говорит: ничего не платили. Мне купили костюм. Мне платили билеты. Какие-то пару тысяч дали. И мне говорили, что мы сейчас вот почистим нашу землю, придем к власти и будем тут все вместе заниматься, и ты тоже будешь с нами. Все. Он психически нормальный был, на твой взгляд? Ну, как я могу описать? Ну, по разговору. По разговору он ровный. Ну, так как я понял, что закончил высшую школу КГБ, то, в принципе, он готов был к любому разговору. То есть он достаточно ровно и, глядя в глаза, разговаривал. То есть он не прятался, не прятал глаза, не отворачивался. То есть он разговаривал как меняемый человек. Он попросил у тебя прощения? Да, он говорил: извини меня за то, что я сделал. Ты его простил? Как я могу простить того человека, который убил моего отца? Как я могу простить того человека, который изменил полностью в корне мою жизнь и жизнь очень многих людей? Никак. Это, знаешь, больше извинения для него самого. Ваша встреча состоялась в 2012 или 2013 году. Ни ты, ни он не знали тогда, что начнется война в 2014. И что Луганск, где он отбывал заключение, перестанет быть украинским. Это правда, что его то ли выкупили, то ли выпустили из Луганска, и он не отбывает наказание, и он сейчас неизвестно, где находится. Ну, по моей информации, это правда. То есть выкупили, выпустили, я не понимаю. Но эта тюрьма, в которой он отбывал пожизненное заключение в Луганске, она оказалась с той стороны. И да, его там сейчас нет. Да, по моей информации. То есть официально прокуратура подтвердить не может. Но по моей информации его там нет. Прости за этот жестокий, наверное, вопрос, но даже в бандитской среде не принято втягивать в разборки семью. Почему заказчики и исполнители убийства не выбрали другое время и место, когда твой отец был один, а расстреляли его вместе с женой и чуть не убили тебя? Да, знаешь, у меня такое было ощущение, что им было все равно, кого убивать. Все, кто там был, они должны всех были положить. Мне просто очень повезло. Вот я попал в какой-то период, в котором мне просто повезло. Это, видимо, сила свыше. Меня от этого огордило, но по-другому я даже объяснить не могу. То есть, как летят пули, я слышал и слышу, могу не передать словами, но как бы звук есть. И я думаю, что это чудо, на самом деле, что я вообще остался живой. Тебе снилось когда-нибудь все, что произошло в Донецком аэропорту? Ты знаешь, я вот прошло 24 года, я досконально помню, что произошло в Донецком аэропорту. Слава богу, оно мне не снится. Но я досконально помню. В любую секунду могу эту память оживить. Оно постоянно стоит перед глазами. В моей памяти это нестираемая, я думаю, что ситуация. Я никому больше не пожелаю это пережить. В апреле 2012 года было обнародовано твое письмо к послу США в Украине Джону Тефту, в котором ты напрямую обвинил Лазаренко и Тимошенко в заказе убийства отца.
Вот фрагмент этого письма американскому послу, я его сейчас процитирую. «Я много раз лично присутствовал во время бизнес-переговоров моего отца с Тимошенко и Лазаренко. Последние все время требовали от моего отца поступиться своими бизнес-интересами в интересах компании «Единые энергетические системы Украины», неоднократно угрожая отцу расправой. Более того, в письме ты писал, что, цитирую, «Со счетов Тимошенко и Лазаренко организаторам убийства Щербаня было выплачено несколько миллионов долларов США, что полностью доказано приговором суда. Я долгое время молчал, пока Лазаренко и Тимошенко были на свободе и занимали высокие государственные посты. Но сегодня у меня есть шанс доказать вину заказчиков убийства моего отца Тимошенко и Лазаренко, защитить честь нашей семьи». Есть вопрос. Следствие даже во времена Януковича так и не смогло доказать эту версию. Сегодня ты жалеешь об этом письме или по-прежнему считаешь, что все там изложено является правдой? Нет, я не жалею ни о чем. Я как бы делаю те вещи, которые я чувствую и о которых я думаю. На самом деле я писал заявление не по поводу того, что причастен к убийству, а прошу проверить причастность к убийству таких-то людей. И там еще был список из 20 человек. Угу. И Лазаренко как был причастен к убийству, так и остался. А по Тимошенко нет никаких вопросов. Они же провели очень много опросов. И как бы реально по Юлии Владимировне Тимошенко нет вопросов. То есть поначалу они возникали? Да, но это, понимаешь, я как бы в качестве потерпевшей стороны имел право, то есть подозревать любого человека. Это только мои как правило, мои предположения. И я свое предположение должен был проверить, исходя из каких-то отношений. То есть я знаю на сегодня, что Павел Иванович был реально заказчиком этого убийства. Я знаю, что сегодня Юлия Владимировна никакого отношения к этому убийству не имела. Не имела? Не имела, потому что нет ни одного материала. Уголовное дело провели, просмотрели все отчеты, оплаты. Она не имела к этому отношения. После этого всего мы с Юлией Владимировной встречались. Так. Мы с ней часа 3 проговорили. Мы восстановили в памяти полностью все, что происходило в 94, 95, 96 году. И я могу сегодня с уверенностью сказать, что Юлия Владимировна Тимошенко вообще к этому никакого отношения не имеет. То есть на тот период времени... Она на тебя обиделась тогда? Да нет, но она реально воспринимает она воспринимает все вещи. Она как бы глобальный политик с огромным пониманием на самом деле. И она как бы понимала мое чувство. Я понял, что она чисто по-матерински поняла мои чувства в этой ситуации, ну, так как это был мой отец. И нет, она, наоборот, посчитала нужным мне объяснить и рассказать, что было и как было. Отношения, время встреч, вообще что как происходило. Поэтому я не могу четко сказать, что... Я, конечно, не следствие, я могу четко сказать, что, исходя из того, что я знаю, и из нашего разговора с Юлией Владимировной, она к этому отношения не имеет. Скажи, пожалуйста, а в чем была суть конфликта Павла Ивановича Лазаренко, который, напомню, был премьер-министром Украины, и твоего отца? Я, насколько понимаю, делили рынок газа. И плюс к этому Павел Иванович Лазаренко был должен деньги, как и должен до сих пор. Он был должен отцу деньги? У меня есть векселя его Геобанка, который был в Днепре, на 50 миллионов долларов, которые были выписаны моему отцу в качестве обеспечения долга. Я присутствовал при разговоре, когда как бы они там конфликтовали по этому поводу. То есть ты его видел? Когда он был еще губернатором. Я его тогда видел, я его после этого видел. И я знаю, что был конфликт, который всегда пытался уладить Иосиф Давыдович между Павлом Ивановичем и моим отцом. То есть там были недомовки. Что за человеком был Павел Иванович, исходя из того, вот, что ты видел и как ты с ним общался? Нет, я с ним не общался. Я просто видел, я один раз... Ты присутствовал при общении Да, я отца? просто присутствовал при встрече. Это был... Потом он был губернатором Днепропетровской области, по-моему. И они встретились на трассе. Мы выехали из Донецка, я был с ним. И они на трассе встретились и очень, достаточно жестко поговорили. Жестко? И разъехались. Ну, как жестко? Покричали друг на друга, разъехались. Я тогда не придавал этому большого значения. Это какой был год? 94-й, 95-й. Ну, покричали и покричали. Да, то есть... Ну, с матом, с наездами. Я не буду это комментировать, я честно, я не помню. Сейчас, я помню, что такой был напряженный разговор, отец сел раздраженный, мы поехали обратно. Видимо, я еще за что-то получил на обратном пути, поэтому мне было не до этого. Это возраст был такой. Тогда говорили о противостоянии донецких и днепропетровских. Если так рассудить, в Донецке было немало таких серьезных ребят, которые успешно вели бизнес и которые претендовали уже на серьезные места в Украине. И в Днепропетровске было немало серьезных ребят. Мы видим даже по олигархам, которые вышли из этого региона, много днепропетровских. Действительно существовало противостояние днепропетровских и донецких?
Ну, я могу только судить из информационного поля. Но я не был в тот момент, период времени каким-то бизнесменом. Я занимался уже после смерти отца бизнесом в Донецке. На Перовске я им не занимался. Я только это могу судить только из информационного поля, не более. Мнение о том, что Лазаренко является главным и единственным заказчиком убийства твоего отца, у тебя не изменилось, оно осталось прежним? То, что он является заказчиком убийства моего отца, у меня не изменилось, потому что это все есть в материале уголовного дела, и другого нет. Угу. Насколько он был единственный или был кто-то еще, тоже непонятно, потому что дело до сих пор не закончено, не закрыто. Но у действующих лиц я их знаю 5 человек, которых они есть в уголовном деле, которыми подвел Болоцкий, который был убийцей, то есть непосредственным исполнителем этого всего процесса. В сентябре 1997 года, почти год спустя после убийства твоего отца, было совершено покушение на твоего старшего брата Евгения. Неизвестный обстрелял машины его и его спутников из автомата Калашникова. Что это было? У моего отца был, можно сказать, как это сейчас модно называть, малый партнер, не малый партнер. Меньший партнер. Меньший партнер, да. Ну, партнер, не партнер, то есть он состоял в определенных отношениях с отцом. Угу. В году 95, это Юрий Николаевич Дедух. В году 95-м он сильно проворовался перед моим отцом, перед Ренатом Леонидовичем. Была общая программа. Он проворовался. И мой отец его попросил уехать из Украины. Попросил его рассчитаться. Он рассчитывался очень долго и нудно всяким имуществом. И попросил его уехать. И так он уехал. И отец сказал, это враг. Когда отца не стало, он приехал. Я его не пустил на похороны. Ну, в смысле, он хотел прийти? Ну, он приехал, там, цветы привез. Я даже с ним не общался никогда. После этого, после похорон, каким-то образом подобрался к моему брату Евгению. И вот они вместе как-то там чем-то занимались. Он то кредиты нам брал, то какие-то препоны чинил, то, знаешь, это как звучал нам тучи. Ну, это я сейчас уже понимаю, понимаешь? Дабы как бы что-то с этого получить. То бумаги нам подсол, подпишите, давайте имущество переделим. Причем это все зафиксировано документально. До сих пор есть и бумаги, еще и отношения отца остались, между им и его отношения, то есть это не голословное заявление. И после убийства отца документы такие есть. И он как бы там этим жил. И случился этот расстрел, он после этого сбежал. Ну, в смысле, сбежал, он сел в поезд, мы его отвезли в Киев, он благополучно уехал. Опять же, оставив нам кучу геморроя с кредитами, с предприятием, всем остальным. А расстрел произошел, насколько я знаю, никаким образом не связан с бизнесом. Насколько я знаю, это было связано с его личными взаимоотношениями на фоне ревности с женщинами. Там и у него был партнер, который вел его жену. Там как-то вот такое все перемученное. Лихие ребята да, у вас там были, да. И они как бы решили каким-то образом... То есть, когда Дедух вернулся в Донецкую область, его там очень много кто не любил, ненавидел, потому что он очень много гадостей людям понаделал. И вот как-то вот на этом все было закручено. Потому что мы долго с этим разбирались. А Евгений просто находился в машине. Ну, он за рулем, Евгений ехал, а этот сел рядом. И в этой ситуации сзади еще шла машина с охраной, и охранник еще и погиб. То есть, вот там такая ситуация. Потом нашли исполнителей, этих исполнителей закрыли, а этих исполнителей как бы достаточно известны были ребята, которые все сделали. Ну, и как-то вот так вот все. И вот все это произошло. Убийство отца в результате, вот как ты можешь сегодня сказать, было экономическим или политическим, на твой взгляд? Понимаешь, Дим, экономику от политики при тех масштабах отделить уже невозможно. Я знаю, что я делал заявление политическое убийство, экономическое, но это потому, что как бы мне пришлось от 19 до 43 лет пройти определенный опыт жизненный. И сегодня я могу сказать четко, при тех масштабах власти, при тех масштабах возможности заработать денег, отделить экономику от политики невозможно. Угу. То есть там либо ты должен был заниматься всем, либо не заниматься ничем. Угу. И поэтому партнеры его и он, они совместно пытались зарабатывать, расти, развиваться и защищать область. Я так понимаю. Дело об убийстве твоего отца, на твой взгляд, расследовано до конца? Нет. Нет. Ну, до сих пор не поставили точку. Знаешь, что самое плохое в этом деле? Самое плохое, что каждый человек, который политик, а уже сейчас не политик, который приходит к власти, это дело пытается против кого-то использовать.
А в данной ситуации уже и мой брат использовал это дело для какого-то шантажа, для меня непонятного. И я очень сильно хочу на этом деле поставить точку. Я пока не понимаю, как это сделать юридически, но я понимаю, что нужно это дело закрыть, то есть его дорасследовать, поставить огромную точку и перестать его постоянно теребить. Ну, Павел Иванович Лазаренко, которого ты называешь заказчиком убийства твоего отца, много-много лет уже находится в Соединенных Штатах. Он там прошел и тюрьму, и все что угодно. Как ты считаешь, он когда-нибудь сядет на скамью подсудимых за убийство твоего отца? Это может произойти только при одном условии, если им реально этим делом начнут заниматься. Если реально начнут его расследовать и поставить точку, тогда возможно. Если каждый будет, уважающий себя человек, его доставать и шантажировать его кем-то, то это невозможно. Скажи, а вот неделя, месяц после трагедии, после расстрела отца, вот были люди, которые были с тобой рядом, которые тебе помогали, которые с тобой хотя бы разговаривали? К сожалению, таких людей немного я могу назвать. К сожалению, знаешь, в таких ситуациях видишь реально, кто друг, а кто, в принципе, тебя терпеть не может. И твою А семью многие вместе с тобой. отвернулись. Ну, очень много людей отвернулось. То есть реально, вот, и реально из тех людей, которые помогали непосредственно, я могу, наверное, назвать, ну, вот, которые, знаешь, которые жили моими проблемами, которые реально для меня был их дом открыт круглосуточно. Это Иосиф Давыдович Кобзон и Ахметов Ренат Леонидович. По большому счету все. Все. А все остальные псевдопартнеры, они как-то куда-то рассосались. Куда-то, может, это не литературная основа, они куда-то делись, они испарились. Кто-то не брал трубку, кто-то забыл. Кто же делал еще? Были еще как бы еще некоторые люди, которые непосредственно помогали, но они больше переживали за себя. У меня были разные ситуации, не очень приятные, которые сегодня я могу сказать. Там кто-то подходил и говорил, а вот там я был должен, там у меня есть бумажка, ты мне ее отдай. А я уже рассчитался. Ну, вот такие, знаешь, ситуации. Ну, их было достаточно много. Были люди, конечно, которые работали с нами, они продолжали работать, ну, по мере своих возможностей и сил. Но, к сожалению, со смертью отца мы не только отца потеряли, мы как бы глобально потеряли империю, потому что она была основана на нем. То есть это же 90-е годы, это же юридически что Конечно. фиксировалось. Договорились Личность и пошли, есть, да. есть Договорились и империя. поехали. Никто же не рассчитывал, что это, знаешь, жизнь резко оборвется. И, соответственно, как бы, когда его не стало, значит, много чего не стало. Потому что оно все было основано и связано только на нем. Один из людей, которые очень хорошо тебя знают, вот что о тебе мне сказал. И я процитирую. Я записал это. Руслан живет, как и подобает сыну одного из самых известных людей в Украине. Безбедное детство, отец вводит в курс дел, хочет постепенно передать бизнес-процессы ему. Все идет по плану, впереди безоблачные перспективы и счастливая успешная жизнь. Но вдруг случается непоправимое. Руслан становится свидетелем жестокого убийства отца. В 19 лет он не просто переживает трагедию, он вынужден сделать то, к чему не был готов. Быстро и в один момент повзрослеть. Еще вчера юноша, сегодня он вынужден принимать самостоятельные решения и брать на себя полную ответственность за них. Руслан становится наследником отца и главой семьи, но он наследует не только бизнесы отца и его обязательства перед партнерами и семьей, в том числе заботу о братьях, младшем и старшем, борющимся с тяжелым недугом и отказывающимся взрослеть. А после смерти отца и после того, как ваша семья утратила былое влияние, угрозы в твой адрес, требования молчать и не распространяться об увиденном поступали? Ну, не поступали, но это был, знаешь, больше такие провокационные со стороны органов правоохранительных. Вот больше они каким-то шантажом занимались, то есть в тот период времени. То есть я даже уезжал, приезжал, скрывался, они почему-то за мной следили, они пытались забрать документы. У нас обыск у отца в офисе произошел через полчаса после того, как его убили. Я, честно говоря, я потом об этом узнал, но по времени он так и произошел. С чем это было связано, я не знаю. Поэтому я не могу тебе сказать, что был Лазаренко один заказчик или много, потому что такая машина сработала, которая, от одного человека не зависит. Это же глобальная машина, которая повезла все одновременно. Ты знаешь, я сказал в самом начале, что знакомы мы уже 23 года. Мы были соседями
по дому на улице в Киеве, по улице Никольско-Ботанической, 14. Это был один из лучших домов тогда в Киеве. И я хорошо помню, как ты заходил в подъезд. Ты улыбаешься. Я просто, когда первый раз это увидел, я вообще не понял, что происходит. Ты заходил быстро в кольце охраны, в кольце. Да. Люди бежали по лестнице, перекрывалось все движение, рации, автоматы и так далее. Я тебя тогда пожалел, честно скажу, потому что я представил, боже, не дай бог такую жизнь. Тебе самому себя было жалко тогда? Жалко? Да мне было страшно. Ты сказал страшно, Мне я было правда помню, страшно. ты шел в этом кольце охраны, я заметил, у тебя даже шея вжималась. Ну, во-первых, я пережил 5 расстрелов в своей жизни. Просто об этом никто не знает, и поэтому они, может, были, знаешь, не такие, как вот люди понимают, но это было неприятно. Первый раз меня расстреляли, мне было, по-моему, 16 лет. Меня когда мой отец увидел, он сам себе не поверил. Как это было? Да, ну это я не объясню. Там был конфликт. Были у нас ребята, я с ними поехал, разбираться с этим конфликтом. Нас там расстреляли, мы, брата, вернулись. То есть, как бы... Расстреляли, но не попали, да? Нет, ни в кого не попали, слава богу. Знаешь, такие были мелкие пакости. Какие хорошие времена были. Да. Не Но, то, что знаешь, сейчас скучно. Да, знаешь, такие времена заставляют тебя задуматься о многом и заставляют тебя очень быстро взрослеть. Я с 19-летнего парня, наверное, за пару недель так повзрослел, что я до сих пор остановиться не могу. Продолжаю взрослеть. Да, продолжаю взрослеть. Руслан, это 2 расстрела, получается, еще 3 расстрела было? Еще, да, там машины, минировали машины. То есть я достаточно много пережил. Вот эти ребята, которые ты видел, бегали, они мне, кстати, в свое время помогли. А ребят, кстати, мне тогда порекомендовал Иосиф Давыдович. Он очень переживал реально, и он реально мне помогал. Вот в Киеве ты находился. Да, они даже мне машину разминировали. Ну, вот оно все такое происходило, странные, знаешь, вещи, которые сложно было описать. Невероятно. Да, они заставляют задуматься. Такое состояние, вот такая охрана усиленная у тебя долго было? Ты знаешь, долго. Долго. Такая усиленная охрана, наверное, года, наверное, до 2005-го. И ты все время жил в таком состоянии страха? Ну, да, ну как бы это страх человеческий. Ты реально, Ну, конечно. реально, знаешь, как загнанный волчонок. То есть я не был взрослым человеком. Может быть, если бы я тут перед временем прошел огромный путь и имел бы огромный опыт, я не понял даже, как этим справиться с этим. То есть я физически не понимал, что должно происходить и как. А еще у меня такой характер достаточно был вспыльчивый. Я очень сложно прислушивался ко многим людям, и, соответственно, у меня было с вами по этому поводу мнение. А потом я пока разбирался, кто друг, кто враг, тоже ушло время, знаешь, оно все влияло. Тебе не хотелось уехать за границу? Ну, при каких-то ситуациях я уезжал ненадолго за границу, там жил, но возвращался обратно. Мне хотелось продолжить дело, которое занимался отец. Мне очень не хотелось бросать то, что он делал. А тем более, как бы на тот период времени на мне были очень много обязательств. И братья мои, нужно было старшим помогать, лечить, младшего учить. У старшего дети рождались, которым тоже нужно было заниматься. То есть, как бы достаточно много хлопот. У нас осталось 2 мамы. Это старшего брата мама и моя. Куча родственников, обязательств. Это правда, что твоя мама усыновила сына Надежды Никитиной? Да, после смерти Надежды Никитиной усыновила, правда, да, это правда, она усыновила. Ей было это, на самом деле, нелегко, мне нужно было его уговаривать, но она усыновила, мы дали ему фамилию нашу, я дал ему отчество наше, дабы как-то правильно узаконить наши взаимоотношения. Ты знаешь, это, наверное, интервью первый раз за 24 года, в котором я откровенно говорю, что происходило. До этого мне было сложно это признавать, но в силу определенных обстоятельств я не хочу, чтобы какое-то вранье присутствовало, и кто-то игрался на чувствах и на происходящем в моей семье, поэтому как бы я хочу откровенно все объяснить и рассказать. Руслан, скажи, вот когда ты даже на Никольско-Ботаническую туда заезжал, заходил и находился в квартире, страх все равно присутствовал? У тебя были мысли о том, что могут стрелять в квартиру прямо? Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что хорошо, тогда мне было там 25, 27 лет, 23. Если бы мне было сейчас, мне бы еще было страшнее.
Потому что тогда я не понимал, чем это может закончиться. Тогда я думал, знаешь, для меня это был такой, как... Приключения, да? Да, какое-то приключение, знаешь, как игра. А сегодня, конечно, задумываясь о тех временах, я анализирую, что такая была жуткая ситуация. Причем кому-то надо, я до конца не понимаю, но оно происходило. Ты Может же быть, не мог выйти никуда особенно. но особенно нет. Ты сидел дома. Я так жил в Донецке, я так жил в Киеве, вот я так перемещался такими группами. Сегодня у тебя охрана есть? Да. Она по-прежнему нужна? Я не могу сказать, что нужна, я просто, видимо, привык. То есть мне охрану дал еще отец. То есть, если посчитать в общем, я с охраной порядка 28 лет. Было меньше, больше, потом очень много, потом меньше. Знаешь, это уже привычная жизнь получилась. В начале декабря этого года громадське телебачення выпустило фильм о твоем отце. Главный герой фильма – твой старший брат Евгений Щербань, который в фильме проводит собственное расследование и разбирается, как и каким образом исчезло наследство отца, а именно доля в корпорации «Индустриальный союз Донбасса» ИСД. Смотрел ли ты фильм с участием твоего брата Евгения под названием «Наследник»? Да, мне пришлось его посмотреть. Ты знаешь, мне очень жаль моего брата, что он на фоне нашего отца, семьи, решил поиграть чувством собственного достоинства, честью и своим сердцем, знаешь. Потому что можно было снять фильм про отца, и нужно было снять фильм про отца. Про великого человека, который после себя оставил огромную память и огромный пласт, о котором вспомнить до сих пор, уже прошло 24 года. Но нельзя было изгаживать этот фильм своим непониманием жизни и то, что в жизни упустил. А он реально из-за того, что он не хотел жить и не хотел заниматься бизнесом и делами, он реально пропустил свою жизнь 24 года. А это страшно. Ему сегодня 50. На момент гибели отца ему было 26. Это полноценный человек, который мог идти и заниматься делами. Но он категорически от этого отказался. Я жил в Донецке, а он жил везде. Он жил, получал от этого удовольствие. Упустил очень много времени. И сегодня на память отца он решил сыграть и, видимо, заработать. Я допускаю, потому что по-другому я это назвать не могу. И сегодня мне реально его жаль. Я реально как бы его жалею как человека, потому что нельзя с таким пониманием кого-то обвинить в своих промахах. А скажи, пожалуйста, вот во время просмотра фильма, что ты чувствовал? Какое впечатление этот фильм вообще произвел на тебя? Но у меня такое впечатление, что он, знаешь, повесть о себе. Ну, реально, то есть он показывает домашнее видео, которое я ему дал. Я хранил 20 лет. Я их оцифровал, раздал одному и второму для памяти. Он взял из него, сделал фильм, его прокомментировал. Но это его доводы, которые, как бы, я даже не понимаю, на чем обоснованы. Мы с этими ситуациями, ЕСД, ГЕФЕСТ, все наследство, как он называет, мы с ними разбирались не один раз. В 97 году мы начали с ними разбираться с 96 года, с 3 ноября. То есть со всеми партнерами, которые были у отца, по которых я знал, и которые меня очень хорошо знали, я с ними встретился. Мы везде с ними поставили точки над «и». Ахмедова Ринат Леонидович, он обвиняет в каком-то неправильном отношении к нему. Я не согласен. Потому что мы с Ринатом Леонидовичем сели в 97 году. Провели, наверное, штук 10 встреч. Взяли все цифры, взяли менеджеров, которые занимались бизнесом моего отца и у него. Мы все вместе сели, разрисовали всю картину, увидели цифры, зашлись, пожали друг другу руки и разошлись. И пошли дальше работать и заниматься своими делами. Я Ринат Леонидовича знаю больше 30 лет. Он на протяжении как бы всего периода времени, то есть я с ним общался. До смерти отца он общался с моим отцом. А после смерти отца он общается со мной. И мы до сих пор общаемся, дружим, созваниваемся, пьем чай, встречаемся без всяких проблем. Периодически появляется Женя и пропадает. И проявляет разного рода претензии. Он проявляет их и мне. Теперь в данной ситуации проявляет ему, его бывшим партнерам. То есть мы с этим разобрались в 1997 году. Женя присутствовала с 10 встреч на одной. И уехал, его все устроило. Потом появился в 2013 году. У него опять возникли вопросы. Они пришли с младшим братом, который отучился. Опять взяли документы. Опять проработали все документы. Опять возникли вопросы. Мы поехали к Ринату Леонидовичу. Сели опять вместе. Опять это все прошли. Он остался недоволен. Ринат говорит, если ты недоволен, не вопрос. Найди человека, которому ты веришь,
Давай подключим, он нам поможет в этой ситуации. Мы поехали к Кобзону Иосифу Давыдовичу. Мне очень противно, что назвал его третейским судьей. Мне этот человек стал вторым отцом. Конечно. Я с этим человеком, общался днем и ночью, круглосуточно. Этот человек, как и я, с ним, так он со мной делился самым дорогим для него и для меня. Я до сих пор дружу с его семьей. Так он его назвал третейским судьем. Но я судьей незаслуженно. Это, знаешь, как наклеп какой-то. Это семья для меня. Мы поехали к нему. Он говорит: ребята, хорошо, у вас есть такая претензия. Хорошо, я не могу ее поддержать, потому что я могу максимум поддержать вам документы. Потому что ее невозможно обосновать. Если есть обоснование, идите в суд. На этом мы и закончили. После этого мы дали интервью Forbes. Этому же Максиму Каменеву, который после с ним Этому же снял, журналисту. снял в Громадском ТВ этот фильм. Мы дали ему втроем интервью. Я, Евгений Старший и Младший, о том, что никаких материальных претензий никому, а тем более к Ахметову. Опять прошло 7 лет, он появляется с фильмом. Тот же журналист? Тот же журналист и тот же брат, да. И опять же с какими-то определенными очередными претензиями. То есть я понимаю, в этой ситуации, если у него есть какие-то претензии, нужно взять документы, пойти в суд. И доказать им свою правоту или неправоту. Явно не поливать грязью на фоне нашего отца, всех его партнеров, которые были. Тем более самое плохое в этой ситуации, что он эту жизнь не жил. Эту жизнь жил я. 24 года жизни, бизнеса в Донецке занимался я. Он то приезжал, уезжал. Он приехал на 5 дней. По команду уехал. Приехал, недовольство высказал, опять уехал. И он где-то жил. Жил в Таиланде, в Крыму, где угодно жил. Но только не занимался делами. А я с этими людьми выстроил отношения. Выстроил отношения очень долгие годы. Я жил в этом городе. Меня знают, меня уважают. Это мое уже имя в данной ситуации, которую я уже заслужил. И все же в Донецке на виду были, правда? И все были в Донецке на виду. Все знали все истории полностью. Конечно. То есть то, что я сейчас говорю, это не новость. Это не скрытое какое-то, знаешь, я решил кого-то оклеветать. Это то, что реально происходило. Все прекрасно знают, кто он такой. Прекрасно я знаю, кто он такой. Его люди не восприняли, потому что он никогда к этому даже не старался прийти. Руслан, я задам неудобный, нехороший вопрос, может, но я его задам. Это правда, что Евгений с 12 лет был наркоманом? 16. То есть отец очень сильно по этому поводу мучился. И я помню его ощущения, его высказывания, поэтому он очень сильно ругался. Он говорит, что я готов все отдать, лишь бы он выздоровел, потому что это невозможно. Он его в армию отправлял и женил. И что он только не делал, лишь бы, знаешь, куда-то в кого-то чувство привести. А его вот это постоянное желание и безразличие ко всему, оно сегодня сыграло злую шутку. Ему все человеку 50, а ему нечего про себя сказать. Ты понимаешь? А это были тяжелые наркотики? Насколько я знаю, да. Он кололся? Да, он себя не жалел, я так скажу. И в Америке, и в Украине, где бы то ни было. Он умирал раз 5, наверное. Его с того света доставали достаточно часто. А это правда, что он попадал периодически в нехорошие ситуации по этой причине? В тяжелую ситуацию, я бы сказал. Знаешь, мне не один раз... люди страдали. Мне приходилось применять, знаешь, свою сноровку, силы и ресурсы для того, чтобы оттуда вытаскивать. И он туда, знаешь, остановился на месяц. Говорил, все, я бросил, все, я закончил. И опять то же самое. Мне говорили, что отец очень переживал по этому поводу, не хотел ломать ему судьбу, по этой причине лечил его принудительно, но не лишал дееспособности и не назначал ему опекуна. Это так? Конечно, он очень переживал за него. Он по-человечески переживал, понял, что вся жизнь впереди, и он в самом начале его жизни решил и сам себе испортить. Ты знаешь, я хочу сейчас тоже прочитать, я записал откровение человека, который хорошо знает вашу семью много лет. Он мне сказал так: Евгений выглядит как человек, который не нашел себя в жизни. Непонятно, чем занимается, есть ли семья, чем интересуется, живет прошлым. У него драматическая судьба. Отца убили, а огромное, по его мнению, наследство, как ему кажется, украли. Его, как он считает, предал брат. От него отвернулись родственники и партнеры Иуды. Но движимый чувством долга и моральными принципами Евгений пытается восстановить справедливость. Выход фильма «Наследник» – его звездный час. Евгений крайне непубличный человек. Его никто не знал. Сейчас ему 50 лет, но о нем никто и никогда не слышал. И тут благодаря магии телевидения и интернета национальная слава, несколько интервью, повышенное внимание к его странице в Фейсбуке, всеобщее, как ему наверняка кажется, признание и внимание. Евгений запутался, его используют, он попал в такие обстоятельства, что вынужден совершать недостойные поступки. Евгений пребывает в иллюзии, а некоторые люди используют эту иллюзию в корыстных целях.
А Руслан, сам Евгений до конца понимает, что он сейчас делает? Знаешь, я Это все так, то, что я сейчас... я большую часть этого, наверное, подтвержу, потому что реально человек, знаешь, потерял 24 года своей жизни и сейчас пытается каким-то образом себя реализовать. По-другому не воспримешь. Если у него спросить или попросить его рассказать, чем он занимался весь этот период времени, вряд ли у него получится, потому что его достижения равны ровно нулю. Мгм. Да, он где-то участвовал, он что-то делал, куда-то ходил, какие-то встречи участвовал, но это максимум. Мгм. Если поставить на весы 50 лет его, 50 лет какого-то другого человека или тех людей, которых он обвиняет в своих же неурядицах и в своих неприятностях жизни, то это о многом будет сказано. То есть, если в данной ситуации, знаешь, взять Ахметова, Мгм. взять Женю, да, вот Ахметову 54, а Жене 50. Ну, ровесники. Они почти, ровесники, да. На момент убийства Жене было 26, а Ахметову было 29, исполнилось 30. Женя мог в тот период времени сесть с Ахметовым поговорить обо чем угодно. Ровесники. То есть мне 19, а ему 26. Тем более, что Ахметов стал бы с ним разговаривать, правда? В тот период времени, конечно. То есть, если бы он был взрослым, Мгм. меняемым человеком с желаниями, Мгм. которые были у меня, есть до сих пор, то он бы сел бы и разговаривал. Ему сейчас бы не пришлось глупости эти нести в телевидение, понимаешь? А человек просто все проигнорировал, посчитал, что ему все должны. И решил от этого абстрагироваться. Его этого не касается. А теперь он пытается свою внутреннюю пустоту этим компенсировать. И тем самым влезть в эту грязь. Я очень уверен в том, что его кто-то просто подловил и начал его финансировать. Потому что снять фильм, я говорил с специалистами, говорили порядка $300 тысяч. У него нет таких денег. Я слышу, что он по-другому начал себя чувствовать. Это по тому, что я слышу. Финансово, да. У него не было таких возможностей, потому что он продал все, что можно было продать. И, понимаешь, я понимаю, что кто-то этим начал заниматься и финансировать его. Просто, на самом деле, большая трагедия в том, что его сейчас используют и выбросят. Он идет так же в историю, как был до этого. То есть, он выбрал не тот путь, при котором можно, знаешь, получить славу, если ты этого хочешь, или чего-то достичь. Гораздо было проще в этой ситуации ему сказать: у меня есть бизнес, я придумал бизнес-план. Позвонить Ахметову и сказать: слушай, помоги мне, пожалуйста, в память о моем отце. Я не общаюсь со своим братом, я его не люблю. У меня есть бизнес-план, я хочу заработать. Я уверен, чтобы он ему помог. Я уверен, чтобы он с ним встретился и помог бы, сказал: на тебе деньги, заработай ради бога, работай дальше. Но он выбрал совершенно другой путь. Он выбрал путь грязный, шантажа. Еще полбеды, если он шантажил собой, он шантажирует моей семьей, он шантажирует самым дорогим человеком, который был в моей жизни, моим отцом, память которого я нес по сей день. Я до сих пор, не находясь в Донецке, охраняю кладбище, место, где он похоронен, он и Надежда. Нужно спросить у Жени, когда он последний раз туда положил цветы. Он или младший брат. Знаешь, когда он них спросил, почему не ложите цветы на могилу своего отца, они сказали: у нас другое понимание. А какое другое может быть понимание у тебя к памяти собственного отцу? Не положить цветы на могилу? Да за 7 лет можно было кого угодно найти, передать ему 300 гривен, да, чтобы хотя бы 2 цветка положили. А почему он это не сделал? И сейчас он поднял такую тему, которая она животрепещущая для меня. Я ее пережил. То, что пережил я, не пережил он и близко. То чувство, которое испытал я, потери и пустоты, он никогда не переживет. Не дай бог, я не желаю даже никому, ни ему тем более, ни своим врагам, чтобы кто-то пережил. Это страшное внутреннее состояние. Я вместе не разговаривал ни с кем. Младший брат Женя, он вообще разговаривать перестал в Америке. Он это узнал, во-первых, из телевидения, потому что я ему сказать это не мог. А он перестал разговаривать, его там психологу водили даже год почти, чтобы он хоть как-то начал с людьми общаться. Это была страшная трагедия. Нельзя допустить даже в своей голове шантаж с собственной трагедией. Все семейные склоки и ссоры нужно оставить дома и разбираться с ними дома. Если ты не умеешь с этим справляться, не поднимай эту тему. Разграничь память об отце и свои собственные амбиции и свою собственную недосказанность от всего. Пойди докажи свою правоту в суде. В уголовном деле. Но не начинай хамить и презирать людей, которые тебе в жизни помогли. Если тебе кто-то не дал рубль в руки, это не значит, что этот человек тебе что-то должен или тебе не помог. Он помог тем, что тебе не мешал. Это уже огромная помощь. На самом деле, то, что он не понимает. Если бы он занимался бизнесом, он бы правильно считал цифры. Даже те цифры, которые он назвал в этой передаче, $1 миллиард. не соответствуют действительности. Потому что он не понимает даже, что он говорит. Людей, которых он использовал в этом фильме, они про себя лучше рассказали. Я этих людей знаю досконально всех. Знаешь, есть такое выражение хорошее. И кто же судьи?
Это как раз это касается ситуации. Прежде чем кого-то судить, вы расскажите о себе, кто вы и чего вы достигли. Они все кинулись на двоих. А чего на них кинулись? А остальные где? У отца была корпорация «Тон». 300 предприятий. Почему вы не нашли этих партнеров, друзей, людей и привели им претензий? Может, по причине того, что они менее успешны, чем эти? Они менее публичны, чем эти? Какая причина? Я причину вижу только одну. Это подкуп, шантаж. Это просто человека поймали на его амбициях, эмоциях. Чуть-чуть, видимо, его подбодрили деньгами. И он на это пошел. Скажи, ну у него же были какие-то деньги, у него была какая-то недвижимость, собственность. Что, он продал все? Ну, деньги имеют свойство заканчиваться. Ты же, если ничего не делаешь и постоянно потребляешь, знаешь, откуда подпитываться. Ну, раньше я подпитывал. А года 4 мы с ними не общаемся. И подпитывать у меня некому. Нет, я знаю, у них там осталась, по-моему, стоянка. Они там все получают какие-то гривны. Но я больше бизнесов не слышал. То есть он все продал, Это стоянка спустил? еще спор отца. То есть он спустил все просто? Ну, получается, да, если нет денег, значит, он спустил. Ну, видимо, сейчас есть кто-то помог, подфинансировал. Видимо, Как ты думаешь, кто стоит за этим? Мне сложно судить, но это точно не мои враги, потому что в этой ситуации они цепляют меня меньше всего. Я почему сейчас разговариваю об этом, потому что мне на самом деле обидно. У меня внутри, знаешь, негодование, то, что можно использовать собственную трагедию против тех людей и партнеров, которые, в жизни тебе помогли. Видимо, его понимание помощи, знаешь, это как бы на вот 100 рублей, я тебе помог. Но не только такая помощь бывает. На момент убийства отца, повторю, тебе было всего 19 лет, и у тебя на руках оказались недееспособный фактически старший брат и младший брат, сын Надежды Никитиной, совсем ребенок. А после смерти отца ты, 19-летний юноша, фактически усыновил его, чтобы сохранить родственные узы. И все годы после смерти отца, это говорят все, кто тебя знает, о братьях своих, о двух Евгениях заботился фактически ты. Ты стал опекуном несовершеннолетнего сына Надежды Никитиной. Мама, значит, его усыновила, ты дал отчество, все. Предпринял множество попыток избавить старшего брата Евгения от его зависимости. Скажи, а вот все эти годы, 4 года ты не общаешься с старшим братом. Все эти годы отношения с братьями какие у тебя были? Знаешь, я себе как бы... У меня была семья. Я считал, что это те люди достаточно ко мне близкие и преданные, которые меня никогда не предадут, не продадут. И все мы лишим внутри. И, знаешь, я как-то все узаканивал. То есть, где были наследные доли, я все оформлял в соответствии 30, то есть все на троих, по 30%. Где было имущество, активы, как бы, они были акционерами, директорами. И я считал, что у меня есть семья. Я никогда в жизни не мог подумать, что меня предадут родные люди. Я их родными людьми сделал, знаешь, можно так сказать. Потому что, по большому счету, я же никому ничего не должен. Я же мог поступить по-другому. Конечно. Я мог о них забыть. Конечно. Я бы до сегодняшнего дня, я писал не 4 года с ними, я общаюсь с ними 24 года. И многие бы так сделали, я тебе больше скажу. Но я хотел семью. Я на самом деле хотел старшего брата, ты понимаешь? Я хотел старшего брата, из-за этого очень много ошибок совершил. Я говорю, у меня был старший брат, который обо мне будет заботиться. Не я, не он обо мне. Который обо мне будет думать, позвонит, спросит, деньги передаст, понимаешь? Банально просто. Я пойду отдыхать, он будет работать. Но он получил жизнь по-другому. Понимаешь, я как бы все очень много для этого отдал. И для младшего, и для старшего. Я реально как бы считал, что мои два брата, и то, что у нас есть разделение разной матери, или тот вообще как бы не родной, я его принял. У меня этого не было разделения. Категорически запрещал даже об этом говорить. И даже сейчас сложно об этом говорить, потому что, значит, это внутреннее состояние души. Я так жил 20 лет. Я сам себя в этом убедил. Просто им это в итоге не нужно было, как оказалось. То есть в итоге они меня убедили в том, что я прожил их жизнь. Я допускаю, что я прожил их жизнь, ты знаешь? Потому что я на себя много взял. Ну да, это правда. Я не осознавал тогда. Я думал, что делаю хорошо. И я тогда понял эту пословицу. Знаешь, если хочешь накормить человека, не рыбу ему давай, дай ему удочку. Я сейчас очень хорошо это понимаю. У меня есть дети. Ты знаешь, я к ним начал относиться, после этой ситуации начал относиться совершенно по-другому. Я перестал как бы их баловать, как я баловал до этого. Я начал заставлять их входить в колею, как меня вводил в эту колею отец. Он в жизни хорошо знал, да? Да, я понимаю, что ему было тяжело, как бы он меня в эту жизнь вводил. И то, что он меня вводил в жизнь тогда, и знакомился со своими партнерами, я выжил и дальше. И сегодня я поэтому здесь и сижу. Издание «Гордон» опубликовало твое открытое обращение создателям фильма о твоем отце, фильма «Наследник». Я цитирую тебя. «Зависимости и пагубные пристрастия моего брата – это второе страшное потрясение, с которым мне пришлось столкнуться после убийства отца.
Вы говорите о бизнесе с человеком, который всегда интересовался только красивой жизнью, всегда шел на поводу у своих слабостей, и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца. В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании. И в тот момент, когда этого содержания лишился, стал торговать семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать память об отце подороже. Смотри, твой брат назвал фильм «Наследник» в единственном числе, хотя сыновей осталось 3. Почему и что, по-твоему, означает вообще само слово «наследник»? Ты знаешь, я на самом деле для себя знаю, что это обозначает. Наследник – тот человек, который пришел и взял на себя все обязательства. Взял обязательства перед тобой и против тебя. То есть ты взял на себя обязательства, кто должен тебе и кому должен ты. Это наследник. Наследник – тот человек, который отвечает за свои действия, за свои поступки. И за чужие действия. В данной ситуации за действия отца он тоже отвечает. Он странный наследник, потому что он не хочет и никогда не отвечал за обязательства, ни за какие. Он никогда не хотел воспринимать какие-то обязательства перед кем-то. И поэтому даже слово «наследник» в этой ситуации неприменимо. И еще не понимаю, почему он наследник один. А еще не понимаю, почему он сидит, а все стоят. Это значит, что наш отец менее уважаемый, чем он, или он достиг больше, чем все остальные? Я вот это не понимаю. То есть есть же тоже какие-то постулаты, как человек себя должен вести, как вообще все должно происходить. Да? Это чисто из уважения человеческого к человеку. Любого человека, которого ты любишь и не любишь, ненавидишь, ты должен его уважать. При любых раскладах. Правильно? Конечно. Я даже здесь уважения не увидел. Я и фильм поэтому не воспринял. Я поэтому, определенное мнение высказал по поводу этого фильма. Потому что он меня ввел в какой-то ступор негодования. Я не думал, что до такой степени низко все это произойдет. Для меня это, это еще один удар, который я пережил, потому что нельзя так низко опуститься. Нельзя. Это категорически запретно. А скажи, перед съемками в этом фильме Евгений с тобой советовался? Нет, не советовался. На меня вышли журналисты, вот этот Максим Каменев, я второго парня не помню, как фамилия, имя, отчество. Они предложили участвовать в этом фильме. Я у них спросил план. Они рассказали план. Я сказал, вы поговорите со всеми, перейдите с Евгением. Перед временем мы с ними общались. И все, прошел период времени. Они опять нам вышли, сказали, мы Евгения отсняли, поучаствуйте. Я плюс-минус понял, о чем фильм, так как они мне представились объяснить. Я говорю, ребят, я не готов в этом участвовать, потому что это не мое. У меня нет никому претензий. Кому-то есть вопросы, претензии, я их отдельно выскажу, но точно через фильм. Фильм про отца для меня это святое. Фильм про отца – это про честь и достоинство отца. И точка. Поэтому я и отказался. Один из людей, которые хорошо знают твою семью, мне сказал интересные слова. Донецк, я цитирую, не самый большой город. И все знаковые люди Донецка друг друга знали и были хорошо осведомлены о жизни друг друга. Соответственно, все, включая бизнес-партнеров Евгения Щербаня, прекрасно знали, что Евгений-младший, сын его, наркоман. Никто не воспринимал Евгения всерьез, никто не стал бы обсуждать с ним дела. Евгений-младший, скажи, пожалуйста, в бизнесе вообще что-то понимал? Ты Евгений-младший имеешь в виду твоего старшего наследника, твоего старшего брата. Слушай, он пытался заниматься, я не могу сказать, что он не занимался. Просто ему не хватало на старт, не хватало на финиш, знаешь? То есть он начал заниматься и пропал. Начал заниматься, опять пропал. Я же поэтому говорю, я жил в Донецке, туда приезжал. Он приедет там на неделю, походит по команду, опять уедет на пару месяцев. Опять приехал, знаешь? Повозмущался, опять уехал. Вот так он и жил последние 24 года. 20 лет, пока Донецк еще был. Поэтому бизнесом, я не знаю, лучше, может, у него спросить, что он достиг в этой жизни. Может, он больше об этом расскажет, но мне сложно об этом судить. То есть, допустим, если ты занимаешься бизнесом, то ты и взлетаешь, и падаешь, и опять взлетаешь, снова падаешь. Но я такого за ним не помню. То есть, где упал, это я виноват. Где мы взлетели, значит, тоже поделиться. У нас такое у него отношение. Твой отец возглавлял транснациональную компанию, корпорацию «Атон», в которую, ты сказал, входило 300 предприятий. А в чем состоял бизнес отца, если в общих чертах? Мне сложно судить. Я до 96-го года до конца, я, честно говоря, не очень вникал в бизнес. Я знаю, что там была и торговля, и машины, и перевозки. И там из Америки везли машины. Там торговали всем, чем можно было торговать. И металл, и передел, газ. Там масса всего было. Ты понимаешь, что это было сыграно на одном человеке. И вот в этом большая теперь проблема получилась перед временем. Потому что он было все на нем зациклено. Юридически не было подкреплено. И когда его не стало
очень много чего. Но у него и в США был бизнес, да? И в США был бизнес, да. Руслан, отец действительно был очень богатым человеком? И он был богатым человеком. Но богатство, самое главное богатство, это был он. Мозги. Да, понимаешь, потому что, как бы, мне сложно объяснить, понимаешь, я не могу это перевести на деньги. Угу. То есть у нас, соответственно, после него что-то осталось. Я говорю что-то, потому что это как бы не глобально то, что говорит Женя. Что-то осталось. Мы не бедные люди. Но сотни миллионов, миллиарды, как бы, Не было. я их не видел. Угу. То есть все же, куда мы дальше шли, мы шли самостоятельно. Я шел самостоятельно. И, при помощи его партнеров. Соответственно, слава богу, мне не мешали, помогали, меня это очень устраивало. Ты изначально попытался разобраться с наследством. Вот что осталось после отца? Ты знаешь, у меня задача была не с наследством разбираться, а мне выжить надо было. И семью содержать. Я, может, где-то что-то упустил, но я рассчитывал как бы на порядочность партнеров в Америке. Угу. У нас там был управляющий человек, который сбежал. И по сей день мы его можем найти. Вот к нему очень много вопросов осталось. Евгений умалчивает. Потом этот Юрий Николаевич, Он который... бывший наш? Да, бывший украинец. Потом Юрий Николаевич, который у Евгения Ильича в фильме выступал. Угу. Тоже большой вопрос, что он поехал в Америку, и там куча всего пропадала. Тоже непонятно. То есть, вот знаешь, такие мелкие пакости происходили. Мы же даже наняли детективов, которые начали заниматься поиском наследства. Это вот как раз в 2013 году было. То, что Евгений говорит, что мы наняли британских детективов, которые начали разбираться. У меня контракт есть. Угу. Мы наняли реально детективов, я и два Евгения, даже чтобы они помогли нам найти наше наследство. В Англии, в Британии, в Америке, в Швейцарии, где могло быть счета закрыты, в Канаде, везде. Для этого мы действительно их нанимали, детективов. Но дальше как бы они начали с ними так плотно общаться, я, честно говоря, не понимаю даже, что они дальше с ними сделали. Потому что у меня контакта даже с ними нет. Их искал младший, они там вместе как-то этим занимались, документы, вот это все они пересылали, но в итоге нет контактов никаких. Металлургические заводы, другие какие-то промышленные активы у отца были? Вот остались после него? Насколько я знаю, они работали по давальской схеме. Собственности не было. Давальская схема была. Угу. Вот этот Акадыш, агломерат, газ, металл взяли, продали в Америку, деньги получили. Но в собственности не были? В собственности я не слышал. Если были в собственности, они у меня были. Ну, у сыновей остался банк «Капитал», правильно? Правильно. В банке многие крупные фирмы держали свои деньги. Держали. Что с банком потом произошло? Работал, развивался до 2015 года. В 2015 году, когда мы сюда переехали, вот эти политические неурядицы, и нас обвинили в неправильном ведении финансовой деятельности. Угу. И его попытались ликвидировать. С 2015 года по 2019 я судился, и я его судил обратно. Единственное, что они сделали из банкрота, потому что на момент выведения из рынка он был 2 миллиарда 400 гривен его активы. Угу. А на сегодняшний день это минус 18 миллионов. То есть, пока я судился, 4,5 года они его просто обанкротили. И вот я теперь пытаюсь с государством этот вопрос урегулировать, потому что я выиграл, и банк отыграл. Забирать нечего. И они это все отрицают. Это как бы это бизнес-взаимоотношения с нашим государством. Это уже реальность. Мы говорили уже, что когда убили отца, тебе было 19 лет. Ты готов был к тому, чтобы унаследовать бизнесы отца и взять ответственность за семью на себя? Вот что было сложнее всего? Сложнее всего было в этом разобраться. Я не был готов к этому. Но в 19 лет, я же все-таки мне было 19 лет. То есть, мое понимание 19-летнего парня, это чуть-чуть другое. Я учился, я чем-то занимался, каким-то своим интересом, точно не бизнесом. И меня к этому готовили, соответственно, не до такой степени. Я глобально не мог в это вступить. Вот тот период времени, когда мне нужен был брат старший, понимаешь, то, чего я не получил. Вот там мне нужен был старший брат, который скажет: Руслан, ты давай едь учись, а я дальше все продолжу, я буду этим заниматься. Вот как раз в этот период времени я его не увидел. После смерти бизнесмена, любого бизнесмена, часто остаются не только бизнесы и проекты, но и долги. Как ты, тогда еще молодой человек, их отдавал и как вел переговоры с партнерами и кредиторами отца? Понимаешь, везде были какие-то взаимные обязательства, поэтому, благо, часть партнеров откровенно об этом говорили. То есть, где-то были взаимоотношения, которые где-то мы зачитывали, где-то пересчитывали. Не все, конечно, были такие. Были разные какие-то претензии предъявлены. И с ними, опять же, те партнеры, которые порядочные, они помогали с ними разбираться. И как-то мы вот в этой ситуации за пару лет с этим разобрались, понимаешь? Вот это очень важный момент.
Но если возникали споры, как ты их улаживал? Боже, 19 лет, ну опыта никакого фактически. Звонил, просил Рената, просил Иосифа Давыдовича. И они помогали. И они помогали. Так как я с ними отнесся правильно, то есть я взял обязательства все, и мы с ними сели и договорились. Вот как бы это самая основа откровенных взаимоотношений. То есть меня никто не повесил за ноги и не решил с меня, знаешь, что-то вытрусить. А со мной сели и разговаривали откровенно, как так и так. То есть мы дальше продолжали общаться и дружить без всяких проблем. Ринат Ахметов дружил с отцом, дружил с семьей отца. Какие вот у тебя лично были отношения с ним? Ну, до смерти отца, ну какие? Здрасте, до свидания, как бы я его знал достаточно хорошо. То есть знал его с 8 лет. Угу. Ну, а у нас разница 10 лет. Ты же понимаешь, дружеские отношения как таковые, какие могли здесь быть еще во время, как бы, при жизни отца. А после смерти отца мы, конечно, с ним сблизились в этом плане, потому что как бы начал помогать. Потому что я в любой момент мог обратиться как к старшему товарищу, который, в принципе, мне помогал всегда. Я жил и работал 20 лет в Донецке без всяких проблем. И все вопросы, которые возникали по ходу, Они решались? Да, мне как раз помогал решать Иосиф Давыдович и Ренат Леонидович. Был ли долг отца перед Ринатом Ахметовым? У них были взаимоотношения, я бы так назвал. Долг – это, значит, ты взял и не отдал. А у них были взаимоотношения по каким-то их делам, в которых я очень сильно не вникал, но как бы были взаимоотношения, потому что сели его отца-менеджеры, сели менеджеры Ахметова, они сели между собой, поговорили. Ну, я не мог комментировать в тот период времени цифры, потому что я не был в бизнесе. Они это показали, мы это увидели, мы договорились, как это все То позачитывать. есть увидели, что отец был должен, да? Что были взаимные обязательства определенные. Ну, я же тебе говорю, долг как бы такой громкое Ну да, не слово, то, что которое- брал, одолжил. Да, долг это да. Это были партнерские, взаимоотношения партнерские финансовые. отношения, которые как бы они чем-то занимались, понимаешь? Ну и, соответственно, я заниматься дальше не мог, я в этом не понимал. И То есть были мне непогашенные какие-то... Были какие-то моменты, которые нужно урегулировать. Вот мы сели их урегулировали. То есть мы сели их как бы и закрыли между собой. Мгм. А как происходили встречи твои с Ринатом Ахметовым после смерти отца? Это нормально. Позвонил, встретился. Он мне звонил. Он я был ему- доброжелателен, не давил на тебя? Без всяких проблем. Без проблем. Мы по сути общаемся без проблем. Поэтому у меня не было никогда с ним проблем. После смерти отца Ринат Ахметов приобрел какие-либо ценные активы или доли в бизнесе отца? Может, получил какие-то конкурентные преимущества? Была ли выгода какая-то после гибели отца у Рината Ахметова? Я думаю, что проблем прибавилось после гибели отца. Достаточно много. Разных. Почему я это говорю? Потому что если раньше как бы часть вопросов решал отец, то в данной ситуации я такой, что Ринат пришлось решать все. Еще и за бизнес. Угу. И за все остальное. И какой-то выгоды такой, что он получил и стал, знаешь, крепче, мощнее и богаче, я не слышал. Он к тому времени был уже очень богат, да? Ну, он к тому времени как был состоятельным человеком. Угу. Ну, это опять же мерки 90-х годов. Знаешь, сложно как бы мерить человека в 90-е годы. Ну, как ты померяешь? Реально все садились, договаривались, и на этом все заканчивалось. Я не считал никогда его деньги, и мне сложно это было оценить. Тем более в тот период времени это очень было сложно оценить. Я даже об этом не думал в тот период времени. Ты заявил, что после смерти отца Ринат Ахметов помогал и тебе, и брату. Но после выхода фильма «Наследник» твой брат написал, что, я цитирую, «Ахметов, хитро вымаханный, повел себя как шакал, как мародер и мошенник». Как ты думаешь, это искреннее мнение Евгения или на него кто-то воздействует? Ты понимаешь, мне на самом деле жаль, что человек применяет такие слова и фразы для других людей. Неважно, кто это. Это очень низко. Уважать нужно любого человека. Любишь ты его или не любишь, ненавидишь. Просто нужно человека уважать, потому что он человек. Я думаю, что его кто-то ведет на это. Потому что в здравом уме и в хорошей памяти, и в трезвом рассудке невозможно безосновательно, даже с основаниями, оскорблять других людей и пытаться в чем-то обвинить. Повторюсь еще раз. Если есть какие-то вопросы, претензии, бери документы, иди в суд. И доказывай свою обоснованность и правоту в суде. А потом бери и скажи, я прав. Суд постановил. Все. В 2013 году ты с братом говорил журналисту Каменеву, да, тому же самому, который впоследствии снял фильм, что никаких претензий относительно наследства у тебя нет.
И брат говорил то же самое. Почему он внезапно изменил риторику? Тоже потому, что нужны деньги, и он хочет их заработать таким образом. Я думаю, что да, у него просто он никогда бизнесом не занимался, и поэтому он просто не понимает, как может по-другому может заработать. Или, знаешь, это отчаяние какое-то, недолюбленность. Я, честно говоря, понять не могу. Мне сложно это. Или, знаешь, внутренние амбиции. У него же есть одна проблема, он как бы слышит только себя. Он не слышит, не воспринимает всех, кто имеет другое мнение. Оно его раздражает. И мы достаточно часто с ним по этому поводу ругались. Потому что, знаешь, есть я и все остальные. Так это не работает. То есть для того, чтобы что-то понять, для этого нужно четко разобраться. Есть масса мнений, которые нужно услышать и послушать. Поэтому даже его обвинения голословные, потому что не разбираясь, просто машет документами, которые очень хорошо знаю. И просто пытается кого-то в чем-то обвинить. Ну, про машет документами, вот он заявил о претензии в $1 миллиард, сославшись на подтверждающие документы, но никаких документов ни в фильме, ни после его выхода так и не показал. А может быть так, что он просто блефует? Да я уверен, что он блефует. То есть я знаю те документы, о которых он говорит. То есть документы – это архив отца, его взаимоотношения с разными людьми, с его компанией, всеми остальными. Они взяли их, перебрали, посчитали и показали. Ну, то есть, люди, которые никогда не занимались бизнесом, сложно им рассчитывать даже доход и прибыль. Угу. Но вот они на этом играют и бравируют. Ну, ты же понимаешь, что если бы у него была претензия на $1 миллиард обоснованная, он бы пошел в суд и реально доказал бы это. Ну, это же правда. А в принципе, я тоже могу говорить много. У меня тоже много желаний. Скажи, Исполнять пожалуйста, некому. лично у тебя претензии к Ринату Ахметову есть? Нету. У Вот меня вообще нет. Отлично. Нет, у меня нет претензий к Ринату Ахметову. Но у меня нету по причине того, что я с ним не ругался. Понимаешь? Мне с ним нечего делить. Я на протяжении 24 лет с момента гибели отца по сегодняшний день, все, которые у меня были вопросы, именно лично к Ринату Ахметову, просьбы, я с ним сейчас об этом разговаривал. Давай иначе спрошу. Ринат Ахметов тебя, твоих братьев обобрал или нет? Я так не считаю. У меня никто ничего не забрал. А я могу сказать, где он мне помог. Но что мне что-то забрал, я не могу сказать. Если я где-то что пропустил или не знал, я не знаю, я такого не слышал. За 24 года я точно об этом узнал. Так вот сказать, что меня он обобрал, обокрал, я не могу сказать. Ни меня, ни моих братьев. Я об этом тоже не могу ничего такого подобного сказать. Как бы ты охарактеризовал Рината Ахметова? Он очень великий стратег. У него очень серьезное стратегическое мышление. Он достаточно умный для того, чтобы не делать глупостей и гадостей таких мелких, как это презентует мой брат. Понимаешь? Он продумывает некоторые вещи на много-много лет вперед. Я это могу анализировать просто. Поэтому я другого даже ничего сказать не могу. То есть это как бы человек стратегически мыслящий и понимающий, что может быть нам на пару лет вперед. Вот таким был человеком мой отец. Я очень хорошо понимаю как бы это мышление. Я даже сам хочу так мыслить, если получится. Когда у твоего брата Евгения возникли претензии к Ринату Ахметову, в качестве, как он сказал, третейского судьи было решено обратиться к Иосифу Кобзону. Я цитирую. Евгений утверждает, что Кобзон сначала согласился, но затем отказался, не захотев портить отношения с Ринатом Ахметовым. Учитывая вообще непререкаемую репутацию Иосифа Давыдовича, в то время его роль в спорах между разными бизнесменами, это выглядит странно. Почему вообще, по-твоему, Кобзон отказался быть, как говорит Евгений, третейским судьей, если ему предлагали таковым стать? Понимаешь, само определение «третейский судья» – это уже оскорбление в данной ситуации, потому что я этого человека любил и любить буду всегда. Это он не стал вторым отцом. И поэтому я к нему никогда не пришел к какому-то судье, я к нему пришел как к отцу за советом. И также я Женю туда привез. Тоже для Жени он не стал, но это его личная травма, потому что он как бы к этому не стремился. А мы приехали к нему за советом, и, знаешь, Кобзон не ему отказал, Кобзон ему помог. Дабы он не встрял, Женя не встрял в глупую ситуацию перед самим собой. Потому что если бы эту ситуацию можно было доказать, которую нафантазировал Женя, можно было идти без проблем в суд, в любой суд. Британский, американский, украинский, и получить решение суда. Для этого не нужен был никакой третейский судья. Для этого нужно решение суда. Больше ничего не нужно. И идти может предъявлять кому угодно претензии. Но когда Кобзон увидел документ,
Когда Женя хотел обосновать свои претензии. Он сказал, я в это лезть не буду по одной простой причине, чтобы не портить Жене жизнь. Вот только он сам себе в итоге испортил, понимаешь? Он просто пытался, наоборот, предостеречь от глупых поступков и глупых выводов. Поэтому моя позиция в 1997 году, в 2013 и в 2020 не поменялась. Ни в отношении кого. Я могу только подтвердить, с какой любовью Иосиф Давыдович к тебе относился. Я часто видел, как ты приезжал и встречать его, и провожать в ресторанах, сколько мы были, да, и дни рождения и так далее, мероприятия все у Иосифа Давыдовича. Он действительно выделял тебя среди всех остальных людей, с которыми общался, и относился к тебе как отец. Это абсолютная правда. Скажи, пожалуйста, охарактеризуй вообще Иосифа Давыдовича. Вот как бы ты его охарактеризовал сегодня? Не знаю, это эпоха, это такая мощь, это глыба, это такая огромная энергия была. Человек, который, наверное, никому в жизни не отказал. Помогал всем и всегда. Да. Даже мы с тобой разговаривали, ты вспомнил даже пример, когда он был уже при смерти, он все равно кому-то пытался помочь. Да. Человек безотказный. Причем, я не знаю, когда я был на похоронах, я такое количество людей на похоронах, наверное, нигде не видел. В такой степени его все уважали. Причем и самые главные люди в России, и самые обычные люди, они не отходили от гроба. Такое количество людей, столько часов. Но только сильный человек и уважаемый человек может так закончить жизнь. И даже он умирал. Он умер с достоинством. Это глыба, это огромный человек. Сложно описать даже. Это мир. Это огромный мир, в котором можно раствориться и чувствовать себя безопасно. Да. В 1995 году была создана корпорация «Индустриальный союз Донбасса». ИСД – очень крупный поставщик природного газа. Причем идея создания ИСД принадлежала именно твоему отцу. Летом 1996 года тогдашний мэр Мариуполя Михаил Поживанов в интервью публично обвинил твоего отца и его партнера-однофамильца, губернатора Донецкой области Владимира Щербаня в том, что они ему угрожали убийством и требовали платить дань в размере $5 миллионов ежемесячно. Цитирую слова Михаила Поживанова, которые он сказал в интервью газете «Приазовский рабочий» в 1996 году. В приказном порядке мне было сказано, чтобы 28 предприятий перезаключили свои договоры вместо ИТЕРы на Индустриальный союз Донбасса, учредителями которого являются коммерческие структуры, приближенные к губернатору. Подсчитав, что мариупольские предприятия при этом теряют $1,5 миллиона, я отказался. И в феврале 1996 года началось следующее. Если ты не будешь делать то, что тебе говорят, мы дадим команду правоохранительным органам и тебя вывернут наизнанку или убьют. Ты веришь, что твой отец собирал дань с предприятий Донецкой области? Но у меня отец, сколько я знаю, бандитизмом не занимался. То есть он был бизнесменом. Поживанов специфический человек. Очень специфический. Я думаю, что какой-то конфликт, может, у них между собой был, но не занимался мой отец угрозами. То есть он не занимался рекетирством, бандитизмом. У него голова для этого была. Да, у него была. огромная была ума голова, при котором Конечно. этим просто не нужно было заниматься. Поживанов, сложно мне судить по поводу Поживанова. ИСД в середине 90-х. Что это было? Но когда отец погиб, мы разбирались с ИСД, с этим вопросом. Но это была организация, знаешь, больше как общественная. То есть у нее были... То есть я, насколько знаю, создавалась для обладминистрации для закольцовки поставок газа. Угу. Но там акционеры даже были, это организации, какие-то академии, какие-то аграрный фонд, я, честно говоря, не помню досконально, и Момент. Да, на самом деле ИСД создавал Момент покойный. А потом тоже вошли все остальные. И то на момент смерти и гибели отца не было там акционеров. Ни его предприятия. Мы в этом не один раз разбирались. С юристами разбирались. То есть после смерти отца у меня была целая юридическая огромная компания, которая занималась всеми вопросами наследства, наследования, юридических последствий, всего остального. Ее возглавлял этот Демиденко Николай Кузьмич, которому в фильме поехал в Одессе, там в таком же возрасте. Он еле разговаривает, он хороший Жене совет дал, дельный. Женя, есть вещи, которые уже не стоит даже вспоминать и их трогать. И это все закончилось. Он был уважаемый человек, он был генеральный прокурор Молдавии, он был зам генерального прокурора, по-моему, Советского Союза, насколько я помню. Он был у нас юристом. И вот он уже очень много вопросов помог тогда разрулить.
И мы тогда с АСД разве, с Атоном, с АСД мы совсем тогда разбирались. Сергей Тарута в то время какое впечатление на тебя произвел? Да я не знал Сергея Таруту как такового в тот период времени. Но он работал с отцом. И все. Он работал, занимался АСД. Я знаю, что он до этого работал на Азовстале у Булянды. Потому что Булян у нас очень часто был дома. Это был директор Азовстали. Красный директор, да. Да, красный директор, как и Бойко. Очень уважаемые люди. Ну и все. Ренат Ахметов принимал участие в корпорации ИСД как в самостоятельном бизнес-проекте? Управлял им или нет? Ну, такого даже я от отца не слышал. То есть я повторюсь, что я с отцом часто где был, часто куда ездил, но я не слышал. Вот, то есть в ИСД он появился Владимир Петрович. Айдук. Я помню. Ну, а отношения Рената с отцом, как бы это отдельная история, в которой они сами разбирались. Туда мало кто влазил. К Сергею Таруте лично у тебя претензии есть? К Сергею Таруте, да, если лично у меня они есть, то я их лично ему и задам. Для этого мне как бы не нужно выступать нигде, я возьму и пойду и задам без всяких проблем. Я думаю, что мне откажут. Давай скажем, разворованное якобы наследство Евгения Щербани существует? После смерти Евгения Щербаня, в смысле моего отца, Да. конечно, какую-то часть наследства кто-то куда-то украл. Потому что не было, ну, были договорные просто отношения. Но, понимаешь, гоняться за этими мифами я не буду. Я в тот период времени разобрался, потом я еще раз разобрался и снова разобрался. И я понимаю, что это просто потеря времени, знаешь. Если в тот период времени мне было 30, была бы другая ситуация. А было бы 40, вообще была третья ситуация. Но мне было 19. Мне некому было помогать. Все умные люди, грамотные, которые давали совет, я их как-то скептически воспринимал. И они относились ко мне с пониманием, за что я очень им благодарен. И в том числе Ренат Ахметов, в том числе Иосиф Давыдович. Я, правда, благодарен за то, что они снисходительно ко мне, к моему возрасту относились, к моим каким-то амбициям и эмоциям, понимаешь? Но я достаточно много прошел, достаточно много в чем разобрался. У меня нет вопросов по наследству, которое должно было быть. У меня есть вопрос, допустим, в Америке человек куда побежал. У меня к нему вопрос, мне интересно, сколько он украл. Еще он до сих пор скрывается. Мы найти ему Но украл много, судя по всему. Ну, видимо, да, потому что убежал. Но он был управляющим в Америке, мы там учились, он управлял счетами, всеми делами. Но это как никакого отношения только к Ахметову не имеет. Это отдельный человек, который был четко у нас, у отца, который занимался там его всеми вопросами. Фильм «Наследник» должен был стать, по идее, фильмом об отце, а стал фильмом о поисках денег. Не кажется ли тебе странным, что спустя столько лет твой старший брат Евгений говорит о деньгах, а не о памяти отца? Да, вот здесь есть вопрос, потому что правильно, и повторюсь, что фильм нужно было снимать о памяти отца, о великом человеке, который прожил огромную жизнь и который после себя оставил огромное наследие. Не наследство, а наследие мыслей, желания и стремления. То, чему нужно было стремиться, учиться и идти вперед. А то, что сделал этот фарс и шантаж, который сделал из него Женя, я не уважаю. Не такой тоже был фильм про отца быть. Понимаешь, я на самом деле после этого задумался, и, наверное, я к этому приду. Я хочу снять документальный фильм о Донбассе. Я очень хочу снять о Донбассе документальный фильм. Кто кем был, кто чем занимался, кто кем стал, и как все прошли это все. Понимаешь, с каким достоинством, с честью, или без достоинства, с честью. Ну, просто как документальный фильм о Донбассе, понимаешь? Интересно. С 1987 года и по 2020. Что как получилось? Ведь все люди, которые в этом были и жили в Донбассе, которых не стало, которые остались, они все заслуживают уважения. Каждый по-своему, но все заслуживают определенного уважения. Потому что эти люди многого достигли, кто остался. Им есть что рассказать, есть что показать. А тех, кого нет, нужно увидеть, что после них осталось. Что осталось у их детей, как дети их прожили жизнь. Что они после дальше оставили. Ты сказал о документальном фильме. Ты любишь Донбасс? Я люблю Донбасс. Вот что для тебя Донбасс? Родина. Моя родина, которая дала мне все. Много у меня забрала, но все дала. Я такой, потому что меня Донбасс воспитал. Потому что там мои корни. Там мой отец остался. Донбасс – это особый характер? Донбасс – это да, это особая закалка. Это особый характер, особая закалка, особые люди с особым пониманием жизни. Там, знаешь, в Донбассе очень осталось много чести и достоинств. Там реально можно было верить людям на слово. Там реально знали, что если человек сказал слово, он за него отвечает. Чисто морально отвечает.
Там не было такого, знаешь, ты сказал, не выполнил. Это притиралось всеми. Ты позволить себе этого не мог. Ты не мог просто голословно выйти кого-то в чем-то обвинить. Это категорически было запрещено. Если ты это говорил, ты должен был это обосновать. По-человечески вышел, обосновал. Я так считаю, я так думаю, почему ты так думаешь. Вот так как просто, как это все прошло в фильме, такого в Донбассе не делали никогда. Вот мне рассказывали Виктор Федорович Янукович, когда приехал в Киев уже работать, он сказал в сердцах одному человеку, который мне это рассказывал, что у вас тут за город такой? У нас, если сказал, сделал, пообещал, выполнил, а у вас все кидают. Ты согласен с ним? Ну, Но не все. здесь да? своя специфика, да. Здесь нельзя расслабляться. Фильм «Наследник» породил множество вопросов. А какие вопросы он вызвал лично у тебя? Как можно было так низко опуститься, чтобы на фоне собственного отца снять такой, столько ненужных комментариев и столько выставить обвинений. У меня от этого фильма негатив сплошной. Потому что фильм «Монолог моего брата» о себе. То есть это монолог человека, который в жизни не состоялся, который недоволен сам собой, который недолюбили и который не восприняли, который сейчас пытается себя на фоне этого скандала как-то поднять. Но не этот метод нужно использовать. Нужны мозги, знания, желание добиться и достичь, и что-то оставить в наследие своим детям и после себя, как сделал наш отец. Мой отец, наш отец, 50 лет уже погиб. Моему брату сейчас 50 лет. Вот мой отец там с 41 до 50 лет очень много достиг. Империю Он погиб построил. 24 года назад. То есть за эти 9 лет, 50 лет он погиб, и 24 года о нем помнят до сих пор. Помнят, знают, вспоминают и уважают детей насчет нашего отца. Нельзя так относиться к собственному отцу и к собственной памяти. Когда погиб твой отец, тебе, повторю, было 19 лет, сейчас тебе 43 года. Чем ты сейчас занимаешься? Я занимаюсь возвратом банка, занимаюсь долгами, бизнесом занимаюсь. Пытаюсь состоять, держаться, идти вперед, несмотря ни на что. Ты хороший бизнесмен, вот как тебе самому кажется? Но мне сложно себя оценить как бизнесмена. Я стараюсь быть хорошим бизнесменом. Я стараюсь быть в чем-то порядочным. Не всегда это хорошо помогает, влияет, но стараюсь. Я не могу себя оценить. Знаешь, это уже по достоинству оценят мои потомки. Вот у меня отец погиб, и я по достоинству оценил его поступки все от начала до конца. Я постоянно об этом думаю. Я горжусь, что это мой отец, и что я сын такого великого человека. Понимаешь, я его память буду вести всегда. И своим детям буду об этом рассказывать. Вот это огромная заслуга. Расскажи, пожалуйста, о своей семье, о своей жене, о своих детях. У меня прекрасная жена. Она из Донецка? Она из Закарпатья. Где вы познакомились? В Донецке. Мы познакомились в Донецке. Она прекрасный человек. Она меня поддерживает. Она мной живет. Мной дышит. И она себя полностью посвятила мне. Мне и детям. У нас 2 детей. 2 девочки. Сколько лет? 14 и 9. Они растут, развиваются. Тоже капризничают. Но пытаются достигать и развиваться. Знаешь, я вот как раз после конфликта с своими братьями понял, насколько я был неправ по отношению к ним. Я очень много, знаешь, дал им возможности жить, как они хотят. Знаешь, всего нужно достигать собственным трудом, потому что по-другому не получится. Я и детям пытаюсь теперь это прививать. Понимаешь, что ты хочешь, нужно достичь. У меня интересная была смешная ситуация, знаешь, с младшей дочкой. Она на прошлый День Святого Николая написала письмо Святому Николаю. Я открою письмо, а там написано: там Святой Николай, принеси мне iPhone. 11 какой-то Макс, я не знаю. Я говорю: Лиза, говорю, ну не можете принести iPhone, потому что это Святой Николай, может там носочки принести, конфетку тебе принести. Но ты должна с совестью относиться, ну ты же не можешь эгоисткой только быть только для себя все. Она говорит: хорошо. На следующий день прихожу, она говорит: папа, я все исправила. Открою письмо, читаю, а там написано: там, дорогой Святой Николай, попрошу там здоровья, счастья, радости моей семье, там, мамы, чтобы все было хорошо, там, моей сестры все было хорошо. И тебя очень прошу, принеси всем айфоны. Человек сделал вывод, пошел глобальный. Да. Вот так мы и живем потихонечку. Чем занимаются сегодня твои братья? Евгений старший и Евгений младший.
Обвиняют других людей, шантажируют. Ну, старший – звезда. Звезда, да. Так. Телеканал. А младший, я не знаю, чем он занимается. Я на самом деле вообще удивился, что его в фильме нет. Он был должен там видеть тоже был во всех своих грехах всех. И меня в том числе. То есть враг номер один, я насколько понимаю, это я. Ну, или сначала Ахметов, потом я. Я, честно говоря, здесь путаюсь. Или Тарута, а потом все остальные. Компания нормальная. Да, ну, знаешь, я вот прочитал, я в Фейсбуке как бы не веду ничего, но я прочитал, мне там сбрасывают тезисы. Он написал в Фейсбуке, мой брат написал тезисы в Фейсбуке по поводу там каких-то пошлостей, по поводу всех, кто там обидел Ахметова, Тарута, меня. И в итоге написал: Ренат, передай привет Руслану, теперь он твоя семья. Я не могу сказать, что на самом деле я расстроился. Ты знаешь, ну, пусть меня ассоциируют с великими людьми. Для меня это честь и достоинство. И пусть как бы эта подлость, которая есть в нем, живет, она его покинет, потому что она его съест. Это плохо, на самом деле, когда ты живешь такой злобой и злостью внутри себя, оно тебя начнет душить. От этого нужно избавляться срочно. И нужно как бы перейти уже в более созидательную позицию. Ты с Евгением Старшим не виделся 4 года, ты сказал, да? Да, А с младшим? То же самое. Скажи, пожалуйста, ты их любишь? Я люблю свою жену. Я люблю своих детей. А знаешь, как бы в данной ситуации любишь все относительно. Я им сейчас сочувствую. Вот я честно сочувствую, мне их жаль. Тебе жаль их? Мне их очень жаль. Мне очень жаль, потому что они неправильно живут свою жизнь. Это мое мнение. Я могу ошибаться, но исходя из всего, что я вижу, это плохо. Но все равно смотри, вот несмотря на то, что старший сделал, да, несмотря на то, как младший к тебе относится, у тебя к ним чисто такое все равно человеческое отношение. Тебе их жаль, да? Но они мои братья. Угу. Понимаешь, они все равно мои братья. Угу. И мне их просто жаль. Они не вызывают больше ничего, кроме жалости. Если у них возникнет ситуация, вот после всего, что произошло, когда им не на что будет жить совсем, не на что будет есть, ты поможешь им? Ты знаешь, если они придут и скажут, ну, то есть признают все свои ошибки, которые они совершили, даже не в отношении меня, а всех остальных людей, Мгм. я им удочку дам. Вот рыбу я им не дам. А Удочка я им есть у дам. тебя? А удочку дам, да. Потому что в этой ситуации, знаешь, я понял, что человек должен сам дойти до определенного уровня жизни и его заслужить. Он должен для этого очень много работать. Без этого нет ценностей. Что для тебя означает быть наследником Евгения Щербаня сегодня? Ты знаешь, это больше обязанность. Когда думаешь, что ты наследник великого человека, ты как минимум не должен отставать. И не в деньгах вопрос. Вопрос в эмоциональном внутреннем состоянии. И ты не имеешь права допускать некоторые ошибки, дабы не опорочить честь достоинства человека, до которого ты еще не дорос. Даже высказывание, которое ты делаешь, ты должен делать с оглядкой на того человека. Как бы он поступил, как бы он это не допустил. Если бы допустил, как бы он это просто сделал для себя. Это большое обязательство. Быть наследником этого человека. Опять-таки, люди, которые знают вашу семью много лет, один из них мне сказал, я сейчас процитирую. Евгений Щербань-старший – яркая личность эпохи 90-х и ее жертва. Обладая незаурядным талантом, он стал одним из первых крупных бизнесменов и политиков того времени. Его жизнь и, к сожалению, его трагическая гибель – все это характерно для того страшного времени. Но сейчас важно сохранить память о нем без манипуляции его именем с целью хайпануть и заработать. Ты знаешь, я тебе задам последний вопрос. Кем был твой отец и как бы ты хотел, чтобы украинцы, каким бы ты хотел, чтобы украинцы его запомнили? Знаешь, в первую очередь я хотел бы, чтобы они запомнили его человеком, стремящимся создать мир, который пытался созидать, который пытался очень много строить. Знаешь, его фраза, которую он употреблял, он всегда говорил, что нельзя быть богатым в нищей стране. Это великие слова на самом деле. То есть он никогда в жизни не пытался все нагрести себе. Он пытался всем остальным, кто его окружал, дать возможность зарабатывать на этом и расти и развиваться вместе с ним. Потому что он знал, что если люди будут развиваться вокруг него, он тоже не сможет подниматься. Так оно и есть на самом деле. И поэтому я хочу, чтобы они его запомнили достойным человеком, который отдал свою жизнь для того, чтобы эта страна росла дальше. И вот, это какой-то старт. Вот его назвали первым богатым человеком, первым миллионером или миллиардером Украины. Ну, это все относительно, на самом деле. Посчитать, кто был первый, кто второй, кто третий, невозможно. Потому что даже сегодня брать богатых людей, активы и пассивы,
И еще не факт, что получится плюс, если это все свернуть. Это все относительно. Человек безграмотный только может так валяешь, говорит, там, миллиард заработали, 10 миллиардов, а то 20. Это все относительно в этой жизни. Самое главное, что ты оставляешь после себя в своем человеческом состоянии, что ты оставляешь после себя в своем отношении к тем, кто тебя окружал. Насколько ты дал заработать всем остальным людям, которые будут нести потом твою память. Вот это самое важное. Мой отец давал возможность зарабатывать людям. Он давал возможность развиваться людям. Я хочу таким его и запомнить. Достойным человеком, великим человеком в отношении всех, кого он окружал. Он в Конституции участвовал, принимали Конституцию. Это же достойный шаг. Это реально он вошел с этим в историю. Он достаточно много сделал для Донецкой области. Если люди, кто с ним работал, и шахтеры, и все остальные, они достаточно хорошо это запомнили, помнят. То уже настало 24 года, про него помнят. Это достойно уважения, великого уважения. Да. И остались мы. Мне очень неприятно, конечно, что этот весь ссор вышел из нашей семьи, но, видимо, он должен был состояться. Знаешь, это какой-то этап, точка, после которой должен начаться новый этап жизни у всех. Я есть тот, кто я есть. И поэтому нужно идти дальше. Друзья, я благодарю за гостеприимство лучшую гостиницу Украины «Киевский Премьер Палас». Замечательный отель, в котором нам всегда рады. Посмотрите, какая красота!